Ух, так, окей. Давайте начнем. О. Ангар 13. Блин, я же сегодня мясо не ел. Так, окей. Давайте продолжим. Ай, тихо, 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 тихо. Чуть было новую игру не начал, господи. Так. Ой, что-то херово мне немного. А, ну да, мы же идем сейчас кушать. Все нормально. Так, пошли. Ну как идут дела там? Вы же знаете как. Все отлично. Конечно знаю. Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось то, что случилось, Капа должен лично говорить со своими солдатами, без посредников. Ну, теперь мы водим дела с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержании. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали пойло до 21-й поправки. Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть в доле. Рад это слышать. Ну, дела вообще по красоте идут, видимо. Вы гляньте, какая машина у них. Офигеть можно. Ты должно быть доволен. Хорошо отдохнуть от поля и его безумных идей. С вами, босс, общаться интереснее, это уж точно. Еще бы. Но мы с Полей и Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори.
Воу-воу, тихо. Мне уже копы светят. Как будто бы намекают. Ты это не гони. Да. Ждал этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю косату, Томми. Еще вина? Эй, вина за столик, скорей. Вам понравится это вино. Это... Дон Сальери! Привет, мой друг. Прошу вас. Рад видеть, Пеппа. И я. Пеппи. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит капонату. Экселленте, браво, браво. Мольто бене. О, позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. А к блюду кьянти. Я берег это вино только для вас. Бене, бене. О, отдыхайте. Молодец, что бросил пить, Том. Но Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. А, Я ничего. знаю. Она сказала. Нет. Это моя идея. Пьяницы размекают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Жестко. Че, не пить на Новый год, получается? Для вас и для вас. Пеппе, еда превосходна, как всегда. Мольто грацо, Дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. О, дерьмо. Началось. Блин, такая еда пропала, обидно даже. Блин, столько народу убили. Вот мудак, не дал мне вино допить. Эй, Сальери! Давай, выходи, решим все быстро! Выкури его, Джо. Черт, Охереть. Блин, столько бедных людей погибло, ё-моё. Просто сидели, кушали. Кошмар какой-то. через ту дверь не выбраться. Вы как? Бежать не смогу. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их. Выходи с черного хода и обойди их. Уверены, босс? Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том, только поторопись. Без проблем. Я расчищу путь и вернусь. У вашего босса не хватило яиц прийти сюда лично. Нифига себе, мне даже по имени знают. Уже заимел некую репутацию. Ё-моё. Твою-то мать. Блин, я бы назвал это смерть по-индийски. Уйди, Борис. О, нифига. Бред ветра.
Припегаем, припегаем, припегаем. Ёба. Ну, найс, мы стоим. Так. Блин, вот по кому-то попадаю. С говнюки. Босс, все чисто. Ну и яйца у тебя, парень. Ты спас мою шкуру, Том. Нужно идти, босс. Скоро приедут копы. Минуту, дух переведу. Я отвезу вас назад в бар. Нет, зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Осуждаю. Настя, Том, ты тоже мог здесь погибнуть. Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбруке. Узнаем, что он может нам поведать. Жми на газ, Том. Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь все злее. Да, босс. Не могу поверить, что эти козлы посмели разбить мою машину. Ну, конечно, это Карло. Кто же еще? Его папаша когда-то был дружком Морелло. Яблоко от яблони, верно? Я плакал на его похоронах. А на похоронах его сына буду хохотать во все горло. Его мать уже овдовела, Том, а теперь она останется одна до конца своих дней. И ради чего? Ему что, бабок на дурь не хватало? Я втопчу его рожу в асфальт. Да, он реально пригорел. Знаешь, Ярахт, я так рад, что это случилось. Одной крысой станет меньше. А мы наконец-то займемся Морелло по-настоящему. Это была последняя капля. Похоже на то. Принимаешь человека в семью, находишь ему место, оказываешь ему уважение, и вот так он отвечает тебе на добро. Если это все он подстроил, что еще он мог им выдать? Ферма, букмекер, засада на парковке. Все это могло быть его рук дело. А, Карло! Вспомнил Карло. Мы же в одной миссии там, ну, вместе с ним были. Точно, точно. Ля, как торопится. Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карло ждет нас. Нет, Том, мое лицо будет единственным, кто увидит этот мудила. Какого хера? Неблагодарная продажная тварь! Тебе лучше исчезнуть, детка. Тебя ждет закрытый гроб, Карла! В порядке, босс? Блин, устал. Дай-ка дышать. Надо же, жирный и быстрый. Не дай ему удрать! Да я бы не назвал его жирным, нифига себе. Чисто спортсмен какой-то, если честно. Помогите! Кто-нибудь! А ну вернись, Карло! Меня хотят убить! Эй, мы еще не закончили! Томми, я могу все объяснить! Блин, у меня спринта вообще нету. Дай мне поговорить с боссом, я все ему объясню! Да, да, да. Томми, Что за дворы такие? мою маму! Меня заставили! Заставили! Они меня вынудили, Томми! Прошу! Все еще жив? Не уверен. У. Да, закрытый гроб обеспечен. Теперь точно нет.
Эй, Сержа, как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Но все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу. Если не сам их устраиваешь. Верно. А, погоди. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Славно. Горди это тот, который виски нам поставил. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальери еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, заткнись, пидор! Да чё они так заговорили-то все, Война господи? началась, когда мы убили Осуждаю. Теперь Блин, кстати, а сам Сальериш говорил, что материться нельзя, а он сам матерился. Я вот, Что видите, и вот, всегда. фэмили. Пусть Вступил парни в смотрят семью, в оба и family. будут наготове. Материться нельзя, все. Я им передам. Еще. Будь осторожен, братишка. Ты тоже. Дон Морелло. Погоди, он тоже Морелло? Он прям родной брат? С днем рождения. Что-то серьезное намечается, очень серьезное. Думаешь? Морелло пытается убить Дона. Ни Томми, ни Полли, ни просто бойца. Самого Дона. Начинается война. Я готов ко всему. Хорошо. Эй, тебя ждут наверху. Сейчас поднимусь. Это война, Том. Отныне мы на войне. Кажется, сегодня все спокойно. Ха, нифига они. Заколотились. Правда, что Дон сам завалил Карла? Не ты? Ага, зрелище потом было то еще. Старик еще ого-го, да? В отличие от Карла. Как жизнь? Все путем? А вот интересно, На ногах круглые сутки. у меня выбор был не стрелять по нему? Что будет с теми, кто платит Забудь. Пока идет война, все ресурсы нужны здесь. Я запомню, кто какую сторону выберет. Все парни в сборе. Хорошо. Мы наконец-то идем за ним. Позже. Сначала нужно его ослабить. У Морелло свои копы, политики и даже судьи в арсенале. Мы не можем перекупить их всех. Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля. Если вальнуть одного козла, до остальных быстро дойдет, что быть с Морелло вредно для здоровья. Первый на очереди в могилу этот говнюк. Гелотти. А, Кипит из-за корабль. мертвого сынка и будет с Морелло до последнего. Боже, этот хер гадит нам еще с 32-го. Дайте мне с ним разобраться. Ты здесь как раз для этого. Винни уже все спланировал. В честь своего дня рождения чертов советник закатит вечеринку на пароходе. Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк. Он даже подготовил речь для прессы. Что насчет охраны?
Обычные телохранители. Парни с пушками. Кто еще станет вписываться за такой кусок дерьма? Ясно. С наслаждением всажу пару пуль ему в башку. Погоди, малой. Гелотти продажен, но не так глуп. Охрана обыщет всех, кто заходит на борт. Ствол тебе никак не пронести. Так, что? Бросить его за борт, вдруг он не умеет плавать? Только избавь меня от своих шуток. Конечно, ты его нахер застрелишь. Загляни в гальюн у носа корабля. Местный уборщик получает от нас долю, он припрятал там револьвер. Затем просто подожди. В толпе. Только не выдавай себя. Жди, пока Гелотти не выйдет. Дождись, когда урод начнет толкать речь. И только тогда всади ему пулю в лоб. Сделай это в открытую. Нам нужна шумиха. Ясно. А как же мне вернуться на берег? Сэм и Поли сейчас в доках как раз работают над этим вопросом. Встреться с ними, и они сообщат тебе об остальных деталях. Ладно. Этой мрази Гелотти конец, босс. Он вас больше не побеспокоит. Не сомневаюсь, Томми. Бона фортуна, Том. Не, Томми-то стал лихой. Вот комната там какая-то есть, непонятно. Там что-то есть как будто бы. Где по миникарте. Так, подождите, я хочу поменять. Включить, переключить. Project Stat. Здорово. Два еще. Ля, какие тачки. Так, сейчас у нас миссия на корабле. До этого была миссия с рестораном. Наш Дон Сальери даже немного жестко пригорел, что даже выругнулся, прям сказал слово запрещенное на Твиче на букву П. Я его так осудил. Я такой, блин, нельзя так. Вообще. Похоже, что у тебя есть приглашение. Мои друзья немного из другой сферы. Ладно, слушай сюда. Там один матрос с парохода сильно ударился головой. Но зато его белоснежная форма в полном порядке. Спасибо. Пойду найду его. Так. Тем, кого это касается, речь идет о предстоящем празднике на борту королевы Лост-Хевена. Сегодня меня предупредили о вероятности покушения на мою жизнь. И в силу этого безопасность вечеринки будет обеспечить моя личная охрана. Так, от вас я ожидаю следующего. На борт допускаются только лица с билетами. У членов экипажа не будет доступа к бару. Я буду отдыхать там в обществе ближайших друзей. Экипаж королевы Лост-Хевена обязан обращать внимание на любое подозрительное поведение. Роберто Гелотти. Понял. Смотри. Фэмили, ёшки. Вступил в семью. Нельзя материться. Так, а это что? А.
О, теперь я матрос. Он прям умер? Привет, Фрешми, здорово. Наступающий. Вот даже шапку новогоднюю делал. И уши есть. Где запись вчерашнего стрима? На ютубе есть? Я знал, ты найдешь честную работу. Но не привлекай к себе внимания. Когда судно отплывет подальше, найди пушку. Уборщик спрятал ее в гальюне. Понял. Потом поднимайся наверх и жди. Когда Гелоти толкнет речь, шлепни его. Как оттуда свалить? Оля одолжил моторную лодку. После речи будет фейерверк. Мы подплывем, когда он начнется. Постарайтесь не опаздывать. Да ты не волнуйся. Что еще? Что еще? Ну что еще? Да ты не волнуйся. Все пройдет как по маслу. Шикарно выглядишь, что? Оставь костюм себе, если не испортишь. Поле отстой. Лишь бы херню сказать. Похоже, ты не торопился. Нету? В смысле? Чё за бред? Ну, мне вообще приходили какие-то предупреждения о том, что там какие-то ограничения были на стрим, но не думал, что... Подожди, не понял. Не понял. Ну, тогда можно на Твиче его как-то восстановить. На Твиче можно, конечно, восстановить, но, блин, как-то на Ютубе смотреть удобнее, на самом деле. Реально. Так, сейчас посмотрим. В чем прикол Дэс? Подожди, что? В ролике есть материал, защищенный авторским правом. Понятно. Надо, короче... Ограничение авторские права. Тварь. Надо как-то... Это дело исправить. О, боже. Прикиньте, из-за чего? Это музыка из... Ну, в игре самом. Это игровая музыка, походу, была. Да. Ладно. Да. Сейчас пройдет обработка и появится. Все. Ну там херня. Она во многих моментах, типа там всякое, да. Да. Короче, это тупо авторские права заныли. Да, вообще. Кстати, да, там Lois of P последний, потом этот стрим. Да. Все исправил. Скоро появится. Должна, по крайней мере, появиться. Думаешь, у него получится? Уверен, что он грохнет Гелоти. Но свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. Два придурка просто. Ну, пошли.
Какие же не идиоты. Какой нахер ангел, Сэм? Стоим, моем окна. Ну что, ты уже закончил? Да, собираюсь гальюн почистить. А то уже гости жалуются. Ты хочешь отмыть здесь сортиры? Ха, как скажешь. Пройдись тряпкой по всем палубам. Да. Так. Раньше не встречались? Не, это вряд ли. Клянусь, я тебя знаю. Может, ты из профсоюза? Прости, я не из этого города. Расспросить матросов об уборщике. А, ну вон он уборщик. Не понял. Ну ладно. Так. Не знаешь, где найти уборщика? В машинном отделении, ближе к задней части. Как обычно, пьян в говно. Ясное дело. Спасибо. Окей, идем вниз. А ты не спешил? Тони, верно? Я спрятал пушку в толчке на корме, на средней палубе. Где корма? Прямо над нами. Палубой выше. Ключ лежит на столе. Окей, хорошо. Вроде все Еще нормально. раз назовешь мое имя, твой труп найдут в море. Ты меня понял? Ох, ага, понятно. А что это за рисунок? Он не в первый раз встречается. Вот это вот. Это рисунок от Ангара 13, что ли? Любят они оставлять свои закорючки. Я знаю тебя. Ты из банды Сальери. Ну и что ты собираешься делать? Для начала хорошенько надеру тебе зад. Сука, больно. Все кончится быстро. Ну да. Кончится быстро. Как же ты прав. Иди поплавай, сынок. Это местный коллектаблс, но мне за все прохождение собрано штук было. Я не понял прикол с ним. А их собирать еще как-то надо, лоу. Где же ты, сука? Понял. Да нет. Ну я ближе некуда. Ну ладно. Угу. Понял, понял. Да перестань. Так. О, понятно.
Неужели тут будет перестрелка? Не может быть. Вон он, красавец. Привет, Джон. Эй. Как, все нравится? Конечно, пока в баре наливают. Молодец, выпей еще за меня. Рад видеть. Развлекайтесь. Какой же я беспалевный. Спасибо всем, спасибо. И добро пожаловать на мою вечеринку. Итак, как вы все знаете, это было нелегкое время. 3 года назад мой дорогой сын Билли покинул этот мир. Он стал невинной жертвой бандитских разборок, жертвой чумы, которая носит название «организованная преступность». С того самого дня я мечтаю об одном – искоренить эту чуму. Сегодня мы отмечаем мое 50-летие и встречаем лучшее будущее для Лост Хевена. Я заявляю, что преступникам в этом городе не место. Мы утопим их в море, как крыс. Спасибо, спасибо. А сейчас будет фейерверк. Ща, подожди. Ну давайте нормально. Во-во-во. Побежал, 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 побежал. Ты кто, чел? Порядочного человека убил? Ну, типа, да, так себе. Ну, что поделать. А, они наверху. А, нет, они внизу. Отойду. Хорошо. В смысле? Эй! Том, это мы. О, боже.
С днем рождения. Жена, кстати, торты приготовила. Сегодня торт кушали. Кстати, можете заказывать торты. Надо будет показать потом фотографии этих тортов. Она еще прикольный рил делает по этим тортам новогодний. Что-то, мне кажется, я какой-то сахарный передоз словил. Тортец, да. Я сваливаю отсюда. Вот это я мощно того завалил. Le père. Опа! Все, го! А фейерверки все продолжается. Везет же. Бля, какая-то погоня уже. Ха. Давай за ним! А я что, по-твоему, делал? Блин, спецпара уже называется. Хера! Жесть ему везет. Он проскочит перед поездом! Мы успеем! Да ладно, проскочили. Ах ты, сука! Везучий ублюдок! А как они не умерли? Они даже не пристегнутые были. Могло быть и хуже, да? Отскребали бы вас сейчас с поезда. Да ему повезло, вот и все. Сержа Морелло всегда везло. Мозгов-то у него явно побольше, чем у братца. Мы достанем его. Нет, я снимаю вас с дела. Вы уже сильно наследили. Дадим шанс тому, кто грохнул Гелотти. Томми уже нехило запугал политиков. Может, и Сержа разберется. Что мне надо знать об этом парне? Кроме того, что у него счастливый пятак в жопе. Сержа приносит Морелло кучу денег. Он рулит профсоюзами, а значит контролирует доки и получает долю от всего импорта в городе. Грохнем его, и Морелло лишится большей частью дохода. И как же до него добраться? Не хочу оказаться в кустах, как парни. Мы можем развеять его по ветру. Особый заказ. Прикрепи это к стартеру под его тачкой, и он взлетит,
как только повернет ключ. И как это вести? Не роняй его, не тряси и не кури рядом. Вот и все. Бум! Сделай это, Томми. За всех, кого убил Морелло. И за все бабки, что он у нас украл. Ему просто повезло. О, зайти можно. Так. Ля, кабинет Дона. Семья. О, у меня тоже вот семья написано. Вот он я. Блин, тут даже Карла есть. Фрэнк. Ну, только вот эти двое и все. Остальные-то на месте. Фелис Пепон. Они не посмеют сюда прийти. Когда-то я был в его банде. Если однажды Морелло проснется и решит напасть, он нападет. Не нападет. У нас есть люди, которые были в банде у Морелло. Это нормально? Блин, прилично мне машин. Хуберт, Люк. Отличается немного. V8 возьмем. Короче, этот круче. Этот кузов вот такой. Погнали! Блин, сегодня бы лечь пораньше спать. Выспаться бы. Я, кстати, был на собеседовании же сегодня. По поводу новой работы. Вроде как все отлично. Просто там еще надо будет пройти собеседование с директором. А так, в общем... Там начальник отдела дизайна. И... Впрочем, вроде как все окей, угодил. Условия хорошие, приемлемые, работать можно. Максимально человая работа, мне кажется, там будет. Надо заниматься версткой текста. Журналы там прочее. Здорово, да? Ну, надеюсь, все будет хорошо. Ну, не будем говорить, как бы... голословно, так сказать. Так сказать, не говори гоп, пока не припрыгнешь. Но тем не менее, да. Предчувствие хорошее. О, привет, Арканон. Спасибо. Спасибо. С наступающим тебя. Сегодня, кстати, написал текст по новому видео. По поводу Lies of P, делаю видос. И как-то вот хотел посмотреть, поинтересоваться, какие обзоры вообще существуют по этой игре, по Lies of P. И в основном все вот эти вот игражурычи, ну эти жуки, такого говна наговорили по этой охуенной игре. Вообще не понимаю. Просто... Я вот реально не понимаю, как они, ну, имеют большую аудиторию, там прочее. В плане, ну,
Чё люди в них верят вообще? Такое ощущение, что они, ну, свою аудиторию строят чисто на людях, которые не играли в игры, на которые обзор делается. Ну, типа, они всегда так делают, видимо. Такой чуши наговорили про Lies of P, просто бред. Можно будет сегодня посмотреть какой-нибудь обзор, я там просто, ну, я вам распишу все как есть на самом деле, и просто сопоставим, что они говорят, и что есть на самом деле в игре. Это просто вообще жесть какая-то. Ага, это точно тачка Серджа. Как бы к ней подобраться? Куда направляешься? Пробежка. Я просто спортсмен. Ничего такого. Привет, енот. Здравствуй. С наступающим. Мабарба. Так. Что там про Lies of P говорят? Я прослушал. Да полную ахинею. Не, ну реально, типа, я глянул многих обзорщиков по этой игре, ну, которые вообще делали обзор по этой игре. Я глянул стоп-геймов, по XCBT, вот этих вот двух челиксов. Где один очкастый, который поздоровее держит в заложниках второго очкастого, но худее. Потом полезного беса посмотрел. Вот полезный бес больше всего бреда и говна нес. Он просто такой говноед, я в ахере. Реально, он просто чисто он докапывается до таких мелочей. Я не знаю, как будто бы им заказали обосрать игру всем им. И у них причем все вот эти вот как его, доебки, они все одинаковые. Реально складывается ощущение, что они не умеют играть просто. Самый большой минус для них был, знаете, какой? То, что в игре есть парирование. И играть нужно только через парирование. Вообще лютый бред какой-то. Идиоты. Еще второй минус это был то, что игра очень похожа на Dark Souls, типа. Я вообще, ну, я не понимаю. Там были такие, типа, ну, докапывания из разряда. Опять костры, опять, типа, бегаешь, убиваешь там монстров, что-то в этом роде, типа, знаешь. Опять, там, женщина, которая тебя увеличивает характеристики. Опять какой-то город, похожий на Bloodborne, там, что-то вообще такие идиотские там докапывания были. Я просто слышал. Опять игра, да, вот типа того, реально, они просто такие, знаешь, как будто бы все под копирку им заказали, ну, просто, ну, обосрать игру, как будто бы. Вот реально, я просто их слушал, не понимал. Чё вообще, вот, чё, нормально вообще? Да, ну типа, я просто, знаете, с каким пониманием играл Lies of P? Просто это уже жанр, это уже устоявшийся жанр, которого зародила вот это вот Dark Souls. Это то же самое, как если бы какую-нибудь Metroidvania все время бы сравнивали там типа с Castlevania Symphony of the Night или с Super Metroid'ом там, к примеру. Ну, совершенно тупые вот докапывания какие-то. Или, например, какая-нибудь стрелялка бы вышла, они такие, опять палка стреляет. Это как прям в Думе, типа, помните, выходила такая игра. Господи, сколько можно стрелялок, ну просто везде есть пушки, они стреляют, я не понимаю, типа, ну такого рода просто совершенно идиотские, кретинские
докапывания. Я реально не понимаю, почему они вообще являются игражурами. Буду дома к ужину. Совершенно Может, полный выходные бред несут, потанцуем? некомпетентные люди А дочка вообще. пусть с дедушкой посидит. Самое что забавно, они практически никто из них игру не прошел до конца. О, Эй! Нет! Нет, 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 нет. О боже! Господи! Боже мой! Томми, что происходит? так, что там? Это был Monster Hunter? Нифига. Ну да, типа я что-то такое слышал, что у них была коллаборация с Ведьмаком. Ну, типа, кроссовер сделали. Прикольно, прикольно. Поиграть можно. Жесть. Это круто. Стилистика из Ведьмака была сделана. Тебе труп вон уже. Винни. Все. Винни Пух. Так, успокойся, Том. Что случилось, то случилось. Ты ничего не сможешь изменить. Удача Сержу испарилась. Что? О чем ты вообще говоришь? Сэм и Полли нашли его. Он в ресторане Джорджи. Далеко от тебя. Дуй туда со всех ног. Ладно. Убил невинную женщину, типа, ты из-за этого переживаешь? Че он так распереживался, реально? Ну, типа... Окей, он убил женщину впервые. Но... Сколько он полицейских убил до этого? Сколько подростков он замочил до этого? Сколько вообще, ну, мужиков там и так далее, типа, просто работяг, так и прочее. Я не понимаю. И он так распереживался. Например, того моряка убили. Он по этому поводу вообще не пронул ничего. А тут женщина. Том, ты как? Ну, это бомба. Все сорвалось. Давайте об этом позже. А сейчас пошли завалим мудака. Идем. Даже квест, музыка, диалоги, знаки, ничего себе. Блин, надо глянуть. Что за херня? У нас послание от мистера Сальери. Нет! Спасти этих клоунов! Сейчас Блин, здоровяк. Вперед, парни! Не дайте ему уйти! Сержу сбежал! Том! Надо догнать Сержа! Он ушел через ту дверь! Да подожди, я бегу. Блин, я и повара убил, блин, вот я же не уснул месяц. Я ж месяц не заснул. Да, блин, чё все начали ругаться на слово букву П? Вы чё, гонитесь? Уже третий раз за стрим. Осуждаю. Бегом назад к машине! Нужно догнать их, пока этого идиота не пришили! Блин, впервые на мотике сели. Мотики сели. А у меня нету оружия, кстати, пистолета нету. Кстати, моцик. Дерьмо. Подождите. Ладно, ну, блин.
Везет же. Ну да. Больше. Повар больше не спросит повара. Повара не спросят о его профессии. Охереть, он шустрый. Интересно, как это звучало по-английски. Madman on motorbike. Или Crazy man on motorbike. Окей, 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 окей. Я понял, вы меня решили убить просто. Ну охеренно просто. Блин, охереть, всех так удивляет мотоцикл. А машина, которая херачит под 100 километров, всем насрать совершенно. Но мотоцикл, боже мой. О, тихо, тихо, тихо. Ну, пожалуйста, Кал, ёпты, едь. Да я гоню, ну, пожалуйста. Игра, пощади! Господи. Как же все реально охеревают с мотоцикла. Видимо, от столкновения с машиной выжить можно, но от столкновения с мотоциклом... Но нет. Да. Мотоцикл — это другое дело. Это прямо смерть. Это прямо, знаете, это смерть. Такая, которая стирает тебя просто, ну, существование. Ну, просто тебя дезинтегрирует, ты просто не существуешь, все. А тебе даже забывают твои близкие. Тебя переезжает мотоцикл, все, ты стерт. И все об этом знают каким-то образом. Да вы бомжи тупые, вообще не вах... О, погоди. Тихо, тихо. Days Gone. Я, кстати, Days Gone не играл еще. Надо поиграть. Стильная сальто, да. Не, ну управлять мотоциклом сложнее, конечно, чем машиной. Ну просто непривычно. Она капец как туго поворачивает. Да вообще все мотоциклы, в принципе, они такие, как будто бы были всегда. Ну, в плане, чуть ли не в любой игре они такие. Хотя, может, в Сан-Андреасе было как-то чуть помягче. В GTA 4, помнится, вообще, ну, было тоже очень трудно. Не то, чтобы мотоциклом, там машину управлять сложно. Хотя там физон крутой был. А вот в пятом GTA, ну, по-моему, тоже как-то туговато шел мотоцикл. Ну, в памяти мне он таким кажется. Охрененно просто. Как же ему везет, сукин сын. Весь город заслан. Спасти его. Эти аняма. Дама.
моде. Да, мне сын кнопку нажал. Ну, я на удивление справился. Даже со всеми этими форс-мажорами. Вот, чертила. Не-не-не-не, никаких трамплинов. Я вам не зумерок трюкач, который будет... О, трамплин! И прыгнет по ней. Не-не-не-не-не, я человек разумный. Обалдеть тут народу. Переехал даже кого-то. Неужели мост поднимут? Homo sapiens, да. Я вам не Тони Хоук. А не Бэм Марджера. О, было опасненько. Да, стреляй. Я слишком хороший ездок на мотоцикле. Привет, разумный человек. Привет, Гудзон. Жесть, он хорош. Что творите, придурки? Убейте говнюка! Че творит? Мне нужен здесь каждый военный. Откуда ты высрал пистолет-то? Шапочку такую, да, надо было. Ай, ножку прострелили. На Новый год планируешь сидеть с нами? Да, скорее всего, заведу. Сначала со своими, конечно же, а потом, да, заведу. У нас же разные часовые пояса. Поэтому, конечно, будет у нас совместное новогоднее. Ну понятно, семья уснет. Ну не факт. Будет, скорее всего, бодрствовать, возможно. Потому что Новый год, ну, перед курантами где-то за 3-4 часа дети ложатся спать. Чтоб чисто балдеть всю ночь. Молотов! Ты чё, аниме? Ты свои атаки типа озвучишь перед тем, как их сделать, да? Блин, чел чисто аниме, прикиньте. Поймать. Кидай гранату, да. Праздник хочется, был тяжелый год. Да. Понимаю.
Поймать. Все. А, нет, не все, что ли? Ты там что, типа, просто... Яйку? Больно было, типа? Магазин пуст. Это, конечно, вообще эпичная фраза. Магазин пуст. Но с другой стороны, это было бы очень круто, если это был бы блеф. Типа, да? Поняли? Типа, если бы он врал бы. Хотя нахер снайперскую винтовку. Не, он на небе. Он точно не на земле. А я тебе соврал, понимаешь? Обманул, сказал неправду, да? Будет также еще объяснить чисто в анимешном стиле. Масака! Блин. Горишь теперь ты. Привет, Флимли. Здорово, с наступающим. Ядрить. Жалко, что вот в этом ремастере нам не дали потаскать ящики. Я бы этим хотел заняться. Потом сказать, типа, ну его нахер. Я не буду таскать ящик. Спасибо, Клим. Так. Ты что, потаскуха? Кто там посмел еще жить? Запрещаю тебе жить. Ремастер хорош, конечно, но мне все-таки нравится оригинал очень. Его прям все-таки нравится. Ну, атмосфера такая мощная, да. How you do it? Привет! Здорово. С наступающим, здравствуй. Так. Поиграй на эмуляторе лучше оригинал PS2. Мафия, что ли? Она выходила на PS2? А, ну хотя в то время-то еще, да. Скорее всего, да. Мафия на PS2 был ужасный порт. А, ну тут скорее всего, ну... Суть в том, что это будет смешно и забавно. Ну смотри, как чел охеревает. Ты знаешь, я помню, в журнале «Страна игры» мы поставили 3 и 10, ничего себе. Мне казалось, точнее, вот мне казалось, что «Страна игр» не умеет обсирать игры. Ну, если они прям обсирают, то это вот реально уж, ну, совсем конченые игры. Ах ты дерьмище. Не, у них было много низких оценок. Да, блин, значит, плохо помню. У меня было много журналов «Страна игр». Но память вообще, конечно, уже не там. Они считали, что даже оценка 6,10 и это хорошо. А, они прям такие строгие были. Круто.
А, ну это с игроманией путаю. А, ну да, Тоха Логин уже в игромании был, там же 10 из 10 все время было и так далее. Девяточки там прочее. Митерей, Дараба, спасибо за фоллоу. С наступающим. Какой ублюдок там еще жив, а? Умри, падла! Так. 10-6 это хорошо для любителей жанра, а если не любитель жанра, то не стоит играть. 5 и 10 это просто норм. Можно даже сыграть, если вообще ни во что. 4 это уже, конечно, все, похороны. Ничего себе. С наступающим, Митерей, здравствуй, здравствуй. Рад, что решил пообщаться. Обычно бывает так, что люди заходят и не особо общительные. Снайперский выстрел. Не, ну я тебе... Куда? А прятаться негде, все. Переиграл, уничтожил. Крестный отец первый тоже топ. По-моему, я в него играл на стриме когда-то. Проходил. Ну, он такая. Чисто если ты смотрел фильмец Крестного отца и проникся вот этой всей вот темой и знаешь события игры, точнее фильма, то да, прикольно. А так я там все, что я делал, это вот приходил в какой-нибудь магазин, деньги дай, а потом в другое место приходил, деньги дай, и таким образом отжимал бизнес там с района на район, захватывал территорию, и потом в конце становился доном и что-то в этом роде. Я помню, у меня был персонаж такой толстый, типа азиат. Прикольно выглядел. Игр-то много выходило в году. У них журнал выходил каждые 2 недели, и там было по 10 обзоров хороших. Игры в году штук 10 получается из 200. Так что много было оценок низких. Посмотри как-нибудь по приколу на стриме журнал старый какой-нибудь. Крестный отец, да, прикольная игра была. Там классно был реализован ракет. Берешь продавца и кидаешь его в окно. Да, типа того. Все время приходишь такой, деньги дай! Я тебя сейчас а-та-та сделаю. И так все время. Блин, куда ты такой с перебежкой-то? Куда? Вот говнюк, как же он меня... Ай, душит. Так, 2 патрона осталось. Ситуация патовая. Аптечку. Блин, и тут бомжи. У меня только 2 шанса. Давай, высунь свою голову. На, тварь. Эта игра прям так распереживалась по поводу этого парня, даже грустную мелодию пустила. Интересно, кем он был. Любимым персонажем разработчика. Это же был стрелок номер 54. Никого. Готовьте винтовки! Отстрелите его! Мистер Морелло, прячьтесь на складе, мы остановим его! Да как ты выжил, ты терминатор?
Гори, говнюк. На, лежать. Еще была игра Scarface лицо США тоже в то время. Hidden Gem прям. Hidden Gem. Ну, Scarface... Не, вот реально игры по фильмам, вот типа такого рода, да, типа криминальные, вот эти вот Крестный отец, лицо со шрамом. Они выигрывали за счет того, что ты смотрел эти фильмы, и как-то у тебя вот уже было настроение этого, ну, прям. Еще было круче, если ты вот прям перед тем, как поиграть, посмотрел этот фильмец или типа того. И ты такой, да. Но в то время это как бы, ну, там приемлемое было более-менее. Раньше делали на совесть, а сейчас только ради денег. Ну... И да, и нет. Были проекты, которые, по сути, являлись чисто коммерческими продуктами. В особенности это были те же самые игры по фильмам. Чисто коммерческие продукты. Они как будто бы даже создавались не ради того, что они, ну, как бы хорошую игру сделать, а как чисто как реклама. Просто, знаешь. Чисто маркетинговый продукт, который должна продвигать сам фильм. Но никак не саму игру, как хорошую игру. То же самое и с Аватаром, наверное. Хотя вот Аватары я вот новый не играл вообще. Но говорят, он похож на Far Cry. Почему-то его с Far Cry сравнивают очень много. Кто там жив еще? Кто жив? Кто жив? Кто выжил? Кто выжил? В начале нулевых тоже выходил сотни игр, которые просто ради денег делали, и был полный шлак. При этом сейчас куча игр, которые очень классные и творческие. Прикол в том, что я люблю Far Cry, но не люблю фильмы Аватар. Но что в моем случае тогда делать? Ну, мало ли, а вдруг понравится. Ну давай, ублюдок. Че, неужели будешь сухариться до конца? Так. А. Поигрался и хватит, сука. Что думаешь, сможешь меня завалить? О, везение кончилось. Да ладно. Чё, драться как мужчины? Меня не убьешь. Не такой ты и везучий, говнюк. Томми, ты еблан? Стой. Ты стоишь... Ты тут стоишь! Офигеть, он быстро бегает, конечно. Как он это сделал? Чисто флэш. Да. Это был монтаж. Но она дорого стоит, бесплатно я бы попробовал. Это Начался да. настоящий хаос. Семьи воевали друг с другом, а Морелло залег
пойдет на дно. Но босс не может прятаться вечно. А сына не В любом случае, его не бей. станут бояться. Наконец, нам стало известно, где появится Морелло. Морелло... Он хочет плюнуть нам в лицо. Сделать вид, будто войны нет. Встретим его на улице. Вот как мы сделаем. Будем ждать возле театра. До конца представления. И когда все богачи наружу попрутся, мы завалим Морелло и его быков. В народе. Прежде чем нас заметят. В театре будет аншлаг. Кстати, насчет зрителей. Туда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом чертов смысл, Том. Замочим его в открытую. На глазах у городской элиты. Будут знать, кто здесь главный. Пусть уяснят, что ни жетон, ни мантия судьи, ни толстый кошель не спасут. Перейдешь дорогу Сальери, ты труп. Хорошо, босс. Мы все сделаем. Возьмите автоматы. Постарайтесь не привлекать внимания. Что-то пока они будете прям реально по тусоваться у беспределу театра. пошли, ребят. Достанете пушки только когда появится Морелло. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик стал кроваво-красным. Вам ясно? Да, босс. Мне кажется, да. Кажется, Морелло сегодня умрет. Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Как всегда. Босс дал отмашку. Сегодня Морелло умрет. Сегодня? Ни хера себе. Удачи, ребята. Кульвер. Новая тачка, кстати. Интересно, она шустрая? О, какой музон. Медогаз, Том. Поверить не могу, Кто заказал что музыку, ехал за ребята? самим Морелло столько лет. Кто звонил в радио? За семьей самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет наш. Не, я не о том, что с Доном будет. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Парни, вы как? Петерсон разозлился. Только Вспотел весь. Да, та же херня. почти на месте. Давайте сосредоточимся. Как только увидим Морелло, сразу валим. Только его. Когда он загнется, его ребята запаникуют. Черт, мы и правда это делаем. Сколько он портил боссу кровь? Лет 10? Больше. Казалось бы, белый костюм делает его такой легкой мишенью. О, ты нога такой красивый. Завтра у детей утренник в садике. Блин. Сегодня. Все приоделись. Костюмчики такие. Интересные. Я его вижу! Покажите ему. Ну ё-моё. Погнали! Давай за ним, Том! А то нас Дон за яйца подвесит! Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников. Надо от них избавиться. Врубаешься. За нами легавые! Вокруг театра их было полно. В прошлый раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. Похоже, у Морелло паника. Всех своих голубов сюда загнал. Завали их сколько сможешь! Но не забудь. А как он это делает? Он типа по мобильнику звонит, что ли? Это невозможно. Если он сейчас уйдет, то на несколько месяцев заляжет на дно. Не дай ему оторваться! Кто знает, куда он направился! Если мы сегодня его не грохнем, он может вообще свалить из штата! Мы обязаны его замочить! Да, ты все еще мастерски водишь! Спасибо.
Вообще при этом еще и стреляю, кстати. Давайте, парни! Город будет нашим! Ёпта, они, по-моему, уже 1000 пуль выпустили, но они ни разу не попали, ублюдки тупые. Ё-моё, он чейный там заехал. Он хочет оторваться от нас в переулках. Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Не, этот чейный там прям такой. Я не знаю. Да уйдите! Нужно еще подбадривать меня. Охереть, он просто уезжает. Боже, его ребята не сдаются! Мы тоже доведем дело до конца. Да сколько в этой машине здоровья, ё-моё. Куда его несет? Ему не свалить из города, пока мы у него на хвосте! Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром. Он управляется к задним воротам. У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет. Понял. Но мы его тут не завалим. Я вспомнил, мы должны сбить самолет. Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было. Они только отремонтировали аэропорт после того раза. Там его громилы. Вижу их. Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в волосах. Саш, придется причесаться. Стекло теперь в волосах. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Может, волосы в стекле? Да? Сюда приперлись остальные! К ним еще один на помощь пришел. Да как ты, в смысле? Чё? Так. Ай, ничего себе. А тут как меня забрали? Чего? Сливки общества. Ладно. Тут надо было играть агрессивно, чисто дерзко. О, смотрите. Пожалуй, перезаряжусь. Вы можете его завалить, ребят? Вот нас трое.
Ну как будто попадаю я один. Да мать вашу. Ёпта, я сгорел. Ужас какой. Прям ужасная смерть. Такая гримаса боли посмертная. Ну, убейте его, пожалуйста. Охереть, они его убили, прикинь. Блин. Не, ну эти стрелки какие-то, блин, нереально жесткие. Я понял, кто меня убивает. Блин, там снайпер на вышке. На водопорной башне. Все, видел. Сейчас все будет. Офигеть, ни одна пуля не попала. Тебе никто не поможет. Ай, блин. Боже, как же рука трясется. Есть в голову. Блин, ты свой что ли? Блин, ты свой что ли? Не, ну чё-то прям сейчас пацаны жестко стреляют. Они прям всех убили. Вообще хорош. Что, они сделали все? Так, отлично. Держите бар. На, нормально. Ауч, не гори. О, аптечка. Жидкий сам. Вы ничего такого не слышите? Жми, Том! Морелло уже близко! Да я тут, ёлы-палы. Ага. Как удобно машина стоит.
Да я понял уже, прикинь. Да пол выходит. Все, готов. Паникер, ё-моё. Вот так еще. О, понял. Огонь. Смотрим, где он сядет. Гоним туда и валим урода. Это птичка. На старой работе ты так же ездил? Сука, блин. Сраная машина. О чем я говорил? Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелло не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Ядрить, как же он. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садиться безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Все, ему конец. Меня проблем. За нами хвост. Мы в Чайна-тауне превышаем скорость. Тогда не арестовать. Хватайте его. Да, конец. Оу, фак. А чё он так интересно упал? Проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать! Невероятно, мы сделали это. Да, поверить не могу. Заберитесь, держите пушки наготове. Сейчас нам нельзя облажаться. Времени в обрез. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно? Конечно. Всем офицерам прекратить поиски. Повторяю, Прекратить поиски. Охереть, он жив. Господи боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, Ой. брат. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. Это их научит. До встречи на том свете, Марк. Окей. Ах ты херов призрак. 3 сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненный дом. Или даже стул. Но вам Давно нужен не уже исполнитель, стул. а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Сальери? Книги Дона, которые украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Сальери за решетку. Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик — это Дон Пепоне, а 2 парней — Морелло и Сальери.
Да. Теперь узнаю. Год, наверное, 20-й. Апрель. Свадьба Морелла. Сальери был на ней шафером. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пепоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелла поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья и могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Морелла погиб. Сальери был вполне счастлив, считая, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелла, если они не спасли вот простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало и тоже увидел мишень. Прямо вот здесь. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелла. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целящихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Это сейчас про поле, да, скорее всего. Перевыборы. О, тот же год. Все путем? Да, босс, никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт Поля худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. И один из них решил искупаться. Доплыл до середины и понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбулле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Мне навестить его? Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно.
У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть А, туда довольно трудно. Выстрел с вышки. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Винни за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Томми Анджело, знаменитый гонщик. Эй, красавчик! Дамы. Как жаль, что ты уже женат. Уже Он и не жена. посмотрит на нас. Он такой правильный. Так. Понятно. Очередной глупец, который не понимает, чем жил и живет этот город. Очень скоро он поймет. Да. Это их научит, да? Привет, Том. Блин, что за У дерьмо тебя ты для собираешься меня мне что-нибудь дать? есть? Заклинил? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Окей. Надеюсь, та винтовка не Как же заедает. меня задолбал этот политикан, Томми. Это же наш город. Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Оу, золотой пистолет. Так, Томми Ган возьмем. Ой, и ножик обязательно. Вот, красную. Похоронный марш играет, серьезно. Че за бред? По радио крутить похоронный марш как типа топовую музыку. На первом месте похоронный марш. Угу. Вот и... Теоретически чуть. Это манер раньше не тесно. Эй, друг, иди сюда. Ты от Тони? Да. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню?
Я пометил путь туда этим знаком. Туда ведет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Ха. Интересное место. Мы никуда не уйдем! Вали отсюда! Тихо, сюнь, сюнь. Точно. Предупреждаю, мистер. Драться он еще будет. О, привет, краска. А, нифига вы там много написали, а я вам не отвечаю даже. В смысле? А чего? Так, привет, краска. Эта музыка ассоциируется мне с хитом Бладмани. Ава Мария, блин, так давно вы писали. Ничего себе. А у меня вообще не этого, блин, не поднимается. Одозес. Видел мою подписку? Я подписался. Ну, спасибо большое. Спасибо. Так, сейчас. Урса Поляр, здорово. Контур забросила? Ну, и что? Не сказал бы, что прям забросил. Просто не играю пока что. Привет, Клином Гай. Здорово. Привет. Из машины по дистанции по скриптам надо будет ехать до того, как это попадет в скриптовую зону. Да. Ты в оригинал играл, конечный играл. Я, кстати, не знаю, поддерживает ли Мафия DualShock 4, я бы так на телеке поиграл. Да. Хочу, чтобы с Ютуба я подписался на меня стримера. Блин, я уж думал, люди перестали так писать. Ну, типа, как те фочки в 2007 году. Так. А там аптечка, по идее. Ну ладно, мне в принципе не надо. Почему вы не оставите нас в покое? Это наш дом. Когда вы уже наконец Да мне насрать. Ну как Брона мне. Нет, я взаимной подпиской не занимаюсь. Если ты только ради этого подписался, то можешь отписываться. Так. Просто накрути себе подписчиков там с всякими услугами этими, реально. То же самое совершенно. Такой херней не занимаюсь. Так. Тебе нужна помощь? Где смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не пошли. Спасибо. Берегись, незнакомец. Да, они тут прям, конечно. Это что за пёсий город? Чё они вообще? Дэвид, где ты? Кошмар какой-то. Женщина говорит, проснулся, сына нет. Мы сделаем тебе больно. Сейчас огребешь! Ну давай, давай. Готов огребать. Так, а там комикс, а как до него добраться?
Интересно. А, во, открыл. Потапни? Угу. Да? Да. Так. Я думал, будет больше народу. Ты о чем? Смотровая башня рядом? Совсем рядом. Лифт Семен Тараев, здорово. по лестнице. Так. А. А что этот знак означает? Stay out. Ничего себе. Вот и нашел первого лиса. Оказывается, эти рисунки указывают, где находится лис. Значит, в том машинном отделении был один. Ничего себе. Вот этот поворот. Извини. Внезапно это были враги. Как дела? Нормально? Хорошо. С наступающим, кстати, с наступающим. Всех с наступающим. Хотя погоди, давай почитаем. Департамент полиции Лос-Хевена, уведомление о выселении данного уведомления. Все обитатели покинутой тюрьмы Лос-Хевена предупреждается принудительное выселение. Вы проживаете на территории муниципальной собственности города Лос-Хевен. С вами не было заключено никаких соглашений, но вы не оплачиваете арендную плату. Если вы не покинете территорию тюрьмы в течение 10 дней с момента получения данного уведомления, офицер полиции Лос-Хевена выселит вас принудительно. Не уж. Людям житья не дают. Вы жили бы пускай, как будто бы мешают. Ну серьезно. Мешают, что ли? А, погоди, что? Смотровой башни я верно? А как я сюда попал по-другому? Вот чел заморочился, везде нарисовал эти знаки. Мне вот туда как-то попасть, на самом-то деле. Ну ладно, короче, пошли наверх. Я хотел вот сюда попасть, в это крыло. Но, видимо, не судьба. Или... нет, не судьба. Ох, нихера себе. Я видел, что собрал новый комп. Да, кстати, надо бы видео по компу сделать.
Так, погнали. Ну что ж, это было проще, чем я думал. Оу! Ну конечно. Теперь-то точно всех выселят. Долго я был в отключке. Да ну жесть. Детская комната какая-то. Убийство, убийство. Да уж, лихие тут ребята были. Ничего себе. Жуть-то какая. Сыну привет. Хорошо. Тебе привет. Задерживайте каждого! Полиция! Это полиция! Гады! Мы все равно вернемся! Черт. Да ладно. Что-то я расслабленно шел. Слишком хорошо подготовился к этой миссии. Был уверен, что меня никто не сможет достать. Задерживайте каждого! Полиция! Это полиция! Гады! Мы все равно вернемся! Вставайте! Ты окружен! Тебе не уйти! Снаружи вся полиция города! Торнбулл был достойным человеком! Слышишь? Достойным! Ну ёпта, пожалуйста.
Ауч. Я его вообще не вижу. Попал. Утюг-утюг. О. Где тут аптечка? Ага. Ё-моё, как все плохо. Чего? Откуда? Да ладно. Кстати, 6 звезд. Точнее 5. Это будет трудно. В прошлый раз, когда я убегал от 5 звезд, это было трудновато. Не стреляй, говнюк. Иди. Угу. Кто-то бросил полицейскую машину. Нате. Ну, я ее больно. Обалденно. Этот прилавок с говном такой крепкий был, что офигеть. Крепче, чем машина. Да уж. Вау. Тут такой столик тел. Не, да ладно, ну как же не везет. Короче, мне надо бы найти машину быстрее, чем эта машина. Нужно найти тачку быстрее. Ай, да ладно, в голову прям ничего себе. Это с машины меня так... Угу. Да ну нафиг. Да, кибар. Маня костер, маня костер. Восьмак.
Совсем забыл про канализацию, кстати. О, четко. Супер заныкался. Всем машинам отменить погоню, поиском конец. Возвращайтесь к патрулированию. Возвращайся к патрулированию. Да не обращайте внимания, ребята, просто ухожу посюда. Обычная пробежка. Чем сейчас занимаешься? Меня все знают в этом городе. Ничего себе. Они вот так вот еще просто валяются на улице. Эти комиксы. Так, надо найти машину. Стоять. Простите. Как же пусто. А чё этот город вымер внезапно? Не понял. О, привет, Клост. Здорово. Рад видеть. С наступающим. Опачки. Опачки. Это моя машина. Спасибо. Кстати, был сегодня на собеседовании. Вроде все прошло гладко, хорошо. Сказали, что приходить мне на следующую неделю, в пятницу, пройти еще одно собеседование, но непосредственно с самим директором. Это хороший знак, я считаю. Вот бы сейчас умереть просто от столкновения с другой машиной. Это было бы очень смешно. Это же Сбер? Нет, тут уже другое.
А Сбер это там обучение. Оно начнется 5 февраля. Обучение. Это да. Но деньги еще не упали. Они только 28 упадут. Ну, деньги у нас появятся только такого числа. А тогда уже все. Время такое. Уже сроки поджимают. Скоро ничего не останется в магазинах. Серьезно, это наш дом? Прикол. Спасибо. На эту ежегодную традицию мы не забиваем. Слышал об этом Тёрнбуле? Да, будет жестко смотреть. Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и 6 дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Чисто кофейку Том. выпишу. Не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Посмотрите. Чисто для разрядки. Значит, что же будет? Превосходно. Да, отменно, босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Посмотрел свою серию Вам нужно шпанов. ее забрать. Жестко поменялись Нам эти нужно серии. украсть сигары. Ничего себе. А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же... Ведьма ты. Как-то это... мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары — лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Эти- Он расскажет. Так, Баньки. у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Надо принесите выглянуть. сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Скорее всего, Поняли? завтра, в ближайшие дни посмотрю. Я рад. И Там не же все ждите серии тут вышли всё без давно. меня. Новая серия же. А, последняя серия же 21 декабря же говорили. Сегодня, то есть. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полным-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя. Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от тела только лишняя морока. И, конечно же, не его все равно Поехали. убьют. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. А, не, погоди. Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Это все-таки миссия Он с сдает задание, мы выполняем. с этими, что Все ли? это как-то слишком Ящиками? рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго.
Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да. Там какой-то наглый, конечно, стал. Я припрятал все нужное неподалеку от порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Полли, можешь хоть раз не пить перед делом, пожалуйста. Ага. Окей. Ля какой важный. Может, хватит? Перестань играть с пушкой, ты меня нервируешь. Извини. Просто мысли в голове много. Да ну, там еще и для мыслей место есть. Смейтесь, мудачье. Все вы не верите, что у меня могут быть планы. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай, что ты задумал? Думаю накрыть сберегательную кассу в центре. Хочешь банк взять? Да. Я давно пасу это место, уже все 100 раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. Ограбить банк для нас слишком круто. Мы тут сраных федералов грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил. Украсть сигары нам поручил Дон. А налет на банк он ни за что не одобрит. А мы ему не скажем. О, Ты что же, хочешь кинуть Дона? Нет. Конечно, нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разозлится. Но успокоится, когда увидит свою дочь. Не знаю, Поль. А я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Я многим тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Он прав, Поль. привет, Маша, здорово. Или скажи все Дону, С наступающим. или забудь. Ну, помечтать-то хоть можно. Проснись, все. Мы на месте. Том, бери тачку. Найди грузовик, встретимся у хранилища. Мы с Полли захватим остальное. Ладно. Спасибо. Ты что, перепил, что ли? Не. Трезв, как стекло. Этого я и боялся. Эй, хорош меня доставать. Все путем. Да, какой-то он несобранный. Эх, поле. Так, помнится, грузовик в ванильной версии ездил по этой улице. Ну так и есть. Правда, он припаркован. Ouch. Witness to the rise and fall of empires. Since time began, the fortunes of civilization have been entwined with the prosperity or decline of great empires. Reserve your ticket and see the exhibit that is sure to have everyone talking. Marvel at artifacts from civilization's greatest heights
Ёпта, ничего себе. Томми Анджело, знаменитый гонщик. Остановись здесь, Том. Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего 2 места. Можешь ехать в кузове. Реально? Лежи и не высовывайся, не то нам конец. Не беспокойся. Лежу я как раз отлично. Ты всем тёлкам это говоришь? Хорош. Воу-воу-воу-воу-воу. Все, погнали. Ладно, ладно. Господи тут. Эй, Том, удобно тебе там? Сам как думаешь, умник? Приедем к хранилищу, и что дальше? Не знаю, поищем ящики из Камеруна или как его там, ну, сигарная страна. Скажи, ты видал размеры этого хранилища? Не парься. Ночью там никого нет. Сделаем все, что захотим. Ваши документы. Черт, точно. Да. Пит, бумаги у тебя? На торпеде. Что это было? Вы о чем? Держи, друг. Хорошо, Хм. приезжайте. Работа сегодня кипит. Как они не слышат. Слышали? Сегодня здесь полно народа. Ничего, будем действовать по обстоятельствам. Я не умею действовать по обстоятельствам, Сэм. Лишь бы не было перестрелки. Вы чего так поздно, парни? Мы должны управиться с этим грузом к рассвету. Извини, никак не могли найти бумаги. Но уже все в порядке. Просто скажи, что делать. Мы новенькие. Мы тут все новенькие, парень. Но кое-кто из нас получше знает, который час. За мной! Ладно, Том, теперь все в твоих руках. Полезай на склад и найди ящик сигар с алмазами. Понял. Они все записывают. Так что поройся в их документах. Нам нужны камерунские сигары с корабля «Богемия». Судно пришвартовалось 23 числа, во вторник. Ясно? Да. Попадись никому на глаза. Как закончишь, разыщи нас. Двадцать 2 число. 23 число? Вторник? Короче, вторник самое главное. Федералы заставляют работяг пахать сверхурочно. Хрен что найдешь, если не сказать. Просто ищи все, что выглядит как-то странно. Мы никак не сможем осмотреть все ящики. Нам и недели не хватит. Заплатят как за неделю. Хватит снэк. Нормально. Так. Так, забрал со склада ящик сигар, но утром чую, что мы ищем... То, что мы ищем, может быть спрятано среди конфискованных камерунских сигар с Богемии. О, это мне поможет. Так, парни, давайте поживее. Когда закончим с мелкими ящиками, перейдем к большим в соседнем помещении. Козлы
Что за рейнджер? Так, Богемия, сигары, сектор Д2. Сектор Д2. Интересно. Так, это все бесполезно. Нам стало известно, что хранилище таможенной конфиската в Лос-Хавене дан задержанный для информации об ценности. Необходимо срочно осмотреть все конфискованные товары, время ограничено. Доктор Джозеф Гроув. О, нацисты Мюнхен добились своего. 30 сентября 1038. В соответствии с заключением Мюнхена соглашения германский фюрер Адольф Гитлер получил возможность аннексировать Судетскую область Чехословакии. Оккупация Судет будет завершена в течение 10 дней. Соглашение подписали представители Италии, Великобритании и Франции. Премьер-министр Великобритании Невил Чемберлен прокомментировал это решение словами «Я привез вам мир». Представители Чехословакии при подписании соглашения не присутствовали. Правительство страны было готово к тому, что любое принятое решение нанесет незначительный ущерб. Да, американцы поддерживали нацистов, кстати говоря. Вот примерно в эти года они, по-моему, поддерживали их. Ничего. А потом, конечно, они такие, типа, о, в 45-м только помогли, в 44-м ни хер его знает. Чем просто с ящиком хоровод херачит. Черт, сколько же тут всего? Ладно, парни, проверьте все ящики и начнем их вскрывать. Так их же сотни. Значит, тебе повезло. Так. Груз сигарет, табачные изделия, оригинальный пункт назначения Atlantic Import Export Company Холбрук основного подозрения неуплаты пошлины. 23 сентября. Д2. Ну оно. Это мне поможет. Не было еще на миссии на корабле? Было. Прошли сразу. Все прошло довольно-таки гладко. Блин, я в говне. Да, чабрюльки. Зубик-то. Да. Канаур букуной. Я хаб бартади. Зуб тисто, да. Ничего себе. Черт, сколько же тут всего? Ладно, парни, проверьте все ящики и начнем их вскрывать. Так их же сотни.
Это мне поможет. Значит, тебе повезло. Вся ночь впереди. Я его нашел! Блин, это хорошо, что ли? Зависло все. Там кошка поцарапала сына. Черт, сколько же тут всего? Ладно, парни, проверьте все ящики и начнем их вскрывать. Каких же О, Значит, тебе это мне повезло. поможет. Вся ночь впереди. Почему я не могу спрыгнуть на эти ящики? И дальше спуститься. Ё-моё. Главное, не кричи. Давай драться молча. Молодец. Это было мега тупо. Не сигар, Сколько шума вы создали. Молчаливые рабочие. Это же Unreal 5, да? Потому она мне на
38 слагает, тварь. Не-не-не. Да ладно. Здесь ничего. Unlucky. Двух работяг просто зря сбил. И снова ни хрена. Как же мне везет. Скорее всего, не оптимизированное говно. Да не сказал бы, она мне всегда хорошо играла. Не, ну она меня не тормозила ни разу. Если у тебя не тормозила, и у меня тоже не тормозила. Нормальное говно. Именно в ремейке. Еще чуть-чуть и найду. Ну, может, в момент релиза, да, были такие проблемы. Но сейчас таких проблем вообще нет. Здесь ничего. Короче, это самое последнее явно очевидно. Вот это вот. Вот ты где. Да. Вот и он. Уверен, что мы взяли то, что нужно? Все пучком, парни. Ладно. Грузим все и валим отсюда. Надеюсь, не будет тупой перестрелки под конец. Хотя бы одна стелс-миссия пройдет гладко по стелсу. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, не сигани воду. Черт. Вы слышали? Окей, понятно все. Погнали. Валим, валим! Охереть, они снизили нам хп. Через ворота. Ёпта! Сейчас сюда приедут все легавые города. Давайте скорее сматываться. Том, педаль в пол. Дорога перекрыта. Найди другую. Если нас засекут, начнется жара. Давно не виделись. Вот дерьмо. А, да? Понял, понял. Все понял. Уезжаю. Не, я все понял, ребят, все, можете не объяснять, я уезжаю. Блин, чел. Пиздец, как же они нашу машину корежат просто. Да я прикинь, что делаю-то, сворачиваю на самом деле. Вот если бы вы мне помогали стрельбой своей сраной, это бы мне очень сильно помогло, но нет же, вы козлы сидите, блядь. Пиздите нахуй. Твою мать. Ладно. Ладно. Давайте доставим сигары в безопасное место. Ёшкин Тут кот. повсюду копы. Как же много. Хоп, они уже мне половину снесли. Ну-ка, половину, блядь. А, ясно. Найс, выехал.
Жесть, просто этот мудак с дробовиком так убивает. Мой грузовик. Давайте доставим сигары в безопасное место. Следите за дорогой, тут повсюду копы. Сейчас сюда приедут все легавые города. Давайте скорее сматываться. Том, педаль в пол. Делаю. И тут перекрыто. Сворачивай, Томми! У меня все схвачено, бомжи, успокойтесь. Черт! Снова заграждение! Давай в объезд. Давай по правому краю попробуем проехать. Не заметят, надеюсь. А тут без вариантов. Ладно. Тогда налево. Сука! Блин, этот повозка. Вы просто посмотрите на эту сраную повозку. Она просто бессмертная, блядь. Этот грузовик уже все. Скоро сломает. На ладан дышит. Слышите, как тарахтит? Черт! Снова заграждение! Давай в объезд. Надеюсь, эти ворота откроются. Понимаю. Ну ладно, будем надеяться, что нас не заметят. Легавых они сюда пригнали! Надо ехать по другой дороге. Да ладно, не заметили. Кажется, мы оторвались! Да, надеюсь. Ты заблудился на складе, что ли? Мы чуть было не уехали. Да там реально лабиринт. Я чудом ящики нашел. Другой раз для такого дела нам нужен будет план получше. Получше? Стекляшки-то мы нашли, так? Да, но в другой раз. Что в другой раз? На старой работе ты так же ездил? Чё сам такой наглый стал, охеревший вообще? Согласовать все с тобой? Ведь ты у нас такой спец по планам. Парни, я тут машину вести пытаюсь. Давайте доберемся до склада без копов на хвосте, ладно? Ладно. Алмазы у нас, босс будет доволен. И сейчас это самое главное. Надеюсь, эти камушки величиной с отеля Риц. После таких-то трудов. О, Господи.
Да, прям геймплей на кончиках пальцев. Прям на тоненького. Вот бы еще машину не разбить по пути. Был бы супер кайф. Ух. Я даже ограничитель скорости снял. Но у нее даже скорость падает и не поднимается. Блин, этот грузовик скоро умрет. Мать твою. Блять, полицейские нахуй, ёбаный в рот. Хер с ним, я штраф заплачу. На старой работе он был дизайнером, да. У меня прав вообще нет. Если уж на то пошло. Действительно. Да, после дождичков 4. Упс. Прячь оружие, дурак. Вот бы еще под конец за ношение оружия попасть в попу. Наконец. Эй, Поле! Ты жив? Да. Пару ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Да он придет в бешенство, если товар будет испорчен. Ни хрена себе. Черт. Наркота. Уверен? Да, уверен. А где алмазы? Их тут нет. Это и есть товар. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Дон сказал, мы идем за алмазами. Можешь открыть любой ящик, алмазов нет. Да. То есть мы рисковали жизнями ради этого говна? Похоже, да. Тебе лучше остыть, Поле. Дон сейчас будет здесь. Сука. Мы не скажем Дону ни слова об этом. Если бы он хотел, чтобы мы знали, рассказал бы нам. Он должен был. Да, но сейчас мы все будем помалкивать. Ясно? Да. Поле? Да. Да, я буду молчать. Как прошло, парни? Один ящик потрепался. Пиздец он жадный, этот Сальери, мудак. Вообще в Ну, не вахере. так страшно. Какие-то сигары, может, испорчены, но все остальное в порядке, босс. А вообще, алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Что ж, браво, парни, браво. Вы заслужили хороший... Че за уебок? Ты Нужно кто выгрузить вообще? ящики на склад. Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Повторить? Ладно, босс. Мы пойдем. Сэм, подбрось меня к бару. Конечно. Вы с нами? Не, мы на поезде.
Ладно. До скорого. Не, ну Сэм, конечно, мразь. Сразу же, скорее всего. Начнем подлизывать. Вот он прям сейчас подлизывается к Дону, типа говорит: босс, я знаю, я не дурак. Там нет алмазов. Я вам доверяю, ваше решение всегда нас обогащали. Там хуйня, вот это вот такая. Потом насчет еще вот, типа, нас закапывать, говорить, типа, мы, ребята были недовольны. Да. Но мне понравилось. Сука. Предлагаешь? Я уже говорил. Банк? Да. Насрать, что думает Сэм. Я этот куш не упущу. Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь. Да. Так что за банк? Гранд Империал. Между Норд-Парк и Центральной. Да, я там был Блин, не так такая давно. классная машина Охрана в стоит. банке никакая. Удобно сваливать. И кассиры вообще не похожи на героев. Но один я никак. Не знаю. Как-то мне не хочется таскать для Дона наркоту из Камеруна. Я ведь даже не в доле. И вообще, я больше не хочу попадать в такое положение. Какая улица? Стоять на коленях и смотреть, как чья-то несчастная девка сгорает заживо. Оказалось, не в то время, не в том месте. Просто не повезло. Похоже, с нами иначе не бывает. Говорю тебе, Том, план идеальный. Я же все продумал. Я бы не звал тебя с собой, если бы не знал, что у нас все выгорит. Увидим. Пока я сам все не осмотрю, ничего не обещаю. Если я сяду, Сара меня бросит. Господи. Не, ну это, да, но я понимаю, как бы, очень даже серьезный рычаг. Но тем не менее, блин, какая же это херня. Осторожнее. Да. Ты лезешь в воду, не зная... Посмотрите, как Райан Гослинг. Ну, Я не могу хорош. понять женатого парня с Классно. ребенком. Привет Но такой. я хочу все изменить. Наступающий. Кто за меня пойдет? Мне почти 40 лет, а за душой только пара сроков. Но если выгорит... Блин, такая у меня тема. наконец-то Такая тупая тема, да, реально. Мы чисто ради того, чтобы Поле себя чувствовал хорошо, просто чтобы у него вот реально чувство было хорошо. Мы, типа, ну, идем помогать ему ограбить банки и просто, ну, похерить все на свете. Просто полная лажа. Такая лажа. Типа, друг такой ставит такие ультиматумы из разряда: если ты не пойдешь со мной, я сам пойду. И типа, блин, какая же он тупая мразь, если честно. Но с другой стороны, типа, почему Томми сам не стал отговаривать его, ну, в плане, типа, я понимаю, там, тому прочее, давай придумаем что-нибудь другое, этот банк полная хрень, это все будет плохо, слишком много, типа, случайных факторов, там, так далее, непонятно, какие будут люди, у кого будет оружие, какая будет охрана и там прочее, так далее, так далее, так далее. Типа, ты также не знаешь, там будет проезжать рядом с этим вот банком, в котором мы будем грабить, полицейские машины, патрули и там прочее. Может вообще, вдруг там хер пойми кто окажется. Ну, серьезно, это такой пипец вообще. Появятся бабки. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Коля. Какой он мудак, он тупой, у него уже есть деньги, у него и так уже большие деньги, и он говорит то, что ему нужно еще больше денег, чтобы устроиться, типа, чтобы жизнь была уже хорошая. Бред какой-то. Пацаны так не делают. Потому что, ну блин, ну а чё, нормально, я просто отказывался всегда, типа, грабить банки, так сказать. Сколько меня звали много раз. Там какие-нибудь, знаешь, типа,
пошли со мной, там, типа, в клубешник, там, пошли со мной еще куда-то, там. Ну, я просто понимаю и знаю, что там, ну, нахер оно надо. Я просто уже, ну, давно в такие места не хожу, ну, господи. Это даже не, я имею в виду не то, что меня сейчас зовут, да? Меня реально уже давно перестали звать куда-либо. Это я еще по молодости имеется в виду. В такие места не хожу. А потом, типа, слышатся всякие разные там, типа, новости о том, что, типа, кого-то зарезали, там, вот это вот все, там, кого-то убили в клубе, была драка и там прочее, и так далее, и так далее. Не, ну просто я такой, типа, смотря на такие новости, конечно, ужасно, что там человека убили и там прочее. Но ты такой за себя радуешься, что ты не такой еблан, что пошел туда, типа, просто. Ну, типа, это быть мог я, типа. Просто смотришь на такие новости, такой думаешь, это быть мог я спокойно. Слава богу, что я не такой тупой, что просто иду ради какого-то чувства, там, не знаю, не одиночества, какого-то чувства единения с какими-то случайными людьми. Ну, чисто просто ловить какие-то случайные факторы в плане какого-то тупого гопаря, который доебется и начнется драка и там прочее, и так далее, и так далее. Это полная хрень. Просто полная хрень. Реально. Зачем люди ходят в эти тупые клубы, реально? Не, ну, с одной стороны, я люблю потанцевать под крутую, там, ну, хорошую, громкую музыку, басы, вот это чувство вот этого ритма и там прочее, мне нравится. Но, блин, реально, типа, реально нахер оно надо. Вот реально. Нахер оно надо. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Сегодня, кстати, такая неприятная штука была, когда сына забирал с садика. Короче, что было? Я просто шел, дверь открыли, я зашел. Там, ну, вроде как там дохера народу стояло у двери, но я просто проскочил. И вдруг слышу, там, ну, дверь что-то вроде хлопнула, и потом кто-то говорит, типа, чё он дверь не придержал, типа, ну, в спину мне, короче. А я, типа, похуй, не обращаю внимания, дальше иду, вытаскиваю бахил из кармана, одеваю их, там стою, ну, в свои эти ботинки, или как, ну, унты, короче, уги. Не знаю даже, как их назвать. Это что-то типа помеси уги и унтов, короче. И ко мне подходит чел и говорит, ты чё дверь не придерживаешь? Прям с такой предъявой вообще. Чел такой, я такой, в смысле? Ты смотри, что с моим сыном стало. Ну, блин, реально, вот за это реально стыдно, что там мальчик там, ну, руку к нему прижала. Ну, и типа я такой, а ты где сам был-то? Почему ты вот типа решил меня обвинить в том, что ты вот сам не был рядом с сыном и не исключил вот этого вот случая, типа. Я просто начал его вот так вот, типа, ну, говорить, ну, блядь, за то, что сына, там, ну, ребенка его, конечно, там, палец прижал, это, конечно, прям пиздец. Неприятно. Ну, а так, типа, вот то, что он начал мне предъявлять за это и там прочее, ну, реально, а сам он где был? Пиздец, блядь. И там так было дохуя народу, нахуй. Там типа дохуя женщин, блядь, другие дети выходят. И именно этот ребенок, и этот хуй, блядь, хуй пойми где находился в этот момент. Он просто типа, ну, догнал меня с какого-то хуй. Он вообще был далеко от своего ребенка, насколько я понимаю, потому что когда я выходил, тот мелкий вот примерно вот находился вот дверь, вот мелкий, вот тут еще какая-то женщина. И она, видимо, на похуй просто ушла, я просто зашел, а мелкий такой стоял, и пальцы вот так вот держал, то ли что, короче. И он такой просто, ну, блядь, такой, типа... Не, ну, конечно, понимаю его тоже, но, блин, такой себе. Не, ну вот за то, что с его с детем такое случилось. Не то чтобы из-за меня, но как бы действительно мог и дверь придержать. Ну, такое. Ну, то, что он прям начал мне предъявлять там у входа в садик. Там еще кучу народу. Там еще бедный старик, охранник сидит, такой пытался, типа, остановить его, типа, да, что, типа, разорались, там, успокойтесь, поговорили и хватит, там. А я ему говорю, типа, то, что, блин, ты что, типа, любишь поскандалить, там прочее. Говорю ему, ты что?
Где-то сам был, блин, сам должен уберечь ребенка, присматривать за ним и так далее. Иди домой, короче, я ему сказал. А тот мне продолжает, типа, обвинять, это все из-за тебя. Ну, грубо говоря. Ну, точнее, не грубо говоря, а мягко говоря, он там, конечно, еле сдерживался. Я уж думал, блин, он сейчас начнет прям буквально оскорблять, как минимум, а потом еще и начнет там, не знаю, руками махать. Хотя с виду казалось реально то, что чел такой, не знаю, не любитель подраться, ну, в плане в комплекте своей, но прям, ну, ему, не знаю, такой, короче, да. Не знаю, что это я вдруг про это рассказал, но, блин, как-то хотелось выговориться. Все-таки немного такое себе получилось. Да я сейчас готов застрелиться. Мы по полгода только и делаем, что играем в карты и пинаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то Привет, Михаил. случается, и нужно собраться, иначе забочен. С наступающим. Вот я пытаюсь не уснуть, пока Дон рассказывает мне очередную байку, которую я слышал раз 100, а на завтра я уже под пулями. Стараюсь не насрать в штаны. Я так устал от этого. О, привет, Арсен. Работу, ну... Вроде хороший знак-то. Довольно-таки. Ну, вообще пригласили на второе собеседование с директором. Знаю, мечта. Спрашивали, когда вы сможете начать и так далее. Там просто их не старый дизайнер увольняется. И вот так. Как знать? Играть можно в мафию. Небольшую уютную пиццерию. Бесконечно, да? Неплохо. Если сделаем это, будем ждать, пока все не утихнет. Ты уже втянулся, брат. Как знать. Ну, вообще тут как бы хорошая тема, то, что они, в принципе, раскрывают, ну, вот эту вот тему с Поли. Они его более глубоким персонажем сделали. Вот это вот в ремейке офигенно подали. Шляпа или ганата? Что? Ты про его шляпу или про мою шляпу? Я не понимаю. Ну, вот шляпа. Ну. Говно или нормдир? А, про игру? Игра офигенная, хорошая. Это вот один из таких офигенных ремастеров, которые... Ремейков, точнее. Которые, ну, прям супер хороши. Примерно такого же хорошего уровня ремейк является этот Resident Evil 4, к примеру. Угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилища. Они не то чтобы прям, ну, взяли и повторили все, что вот было в первой части, ну, в оригинале ванильной. Они его расширили, добавили там глубины персонажам, стрельба стала приятнее, езда, картинка, конечно же. Графонится игра, что капец. Ну, просто иногда ты... Тут есть возможность пропускать поездку, ну, езду, да, например, от точки А до точки Б. Есть такая функция. Просто нажимаешь кнопку, и ты оказываешься на месте. Но этого делать не хочется. Ты просто наслаждаешься поездкой в этом прекрасном городе 30-х годов. Всем живо лечь на пол! На пол, мать вашу! Но не вы, дамы! Например, тут вот Чоп, да, вот была в ванильной версии, то есть в оригинале, да. Поли просто такой, типа, жадным говнюком был, типа из разряда: мне не хватает бабла, мне нужно больше бабла, пошли грабить банк. Соответственно, Томми после того, что, ну, увидел наркоту, он тоже такой, типа, был в обиде на Дона и там подумал, что ну нахер, надо сливаться от этой сраной, типа, штуки и
залутав бабки, уйти просто в закат вместе с Полли, что-то в этом роде, да? Но тут, например, Полли не как жадный говнюк, он поясняет, типа, вообще за свои чувства и там прочее, то, что его нихуя не ценят, он хочет вообще быть, ну, как бы, ну, он устал вообще, типа, бояться за свою жизнь все время. То в один вечер ты слушаешь эти тупые россказни Дона Сальери, а на завтрашний день он посылает тебя под пули, и ты стараешься не обосраться в штаны от того, что тебя вот-вот пристрелят. Он просто, типа, устал. Он просто хочет пожить реально. Очень даже нормальная, типа, причина, ну, сойти с этого говна, типа, ну, в натуре. А у Томми, с одной стороны, типа, как бы обида на Дона, а с другой стороны, тут еще больше показали то, что он семьянин все-таки. У него жена и дети, точнее, дочь. И у него тоже как бы свои причины довольно-таки веские, типа, ну, просто срыгнуть с этого говна, потому что Дон Сальери, ну, реально тупо пожадничем пошел. Он реально уже управляет городом, но он еще хочет, типа, травить народ наркотой. И он просто не хочет участвовать, типа, в таких вещах. Да, конечно, типа, довольно-таки двуликая тема, ну, он, типа, дофига народу пристрелил, убил и там прочее. Но тут, типа, чисто отрава наркотой, которая идет чисто в массы. Гражданским людям, типа, он, как, ну, не хочет этого. Он и так, типа, жестко травмирован тем, что однажды случайно взорвал женщину невинную, которая села в машину и подорвалась вместо Серджио, как там его звали, Марони или Маролли, что-то такое. Ну, короче, в общем, тут персонажи более живые. История рассказывается намного лучше и красивее. И картинка огонь, и стрельба, и езда. Игра, короче, топ. Стойте так, чтобы мы вами любовались. Кто дернется, получит пулю! Найди менеджера! Я что сказал? Всем лежать! Если кто шевельнется, начну стрелять! Мы ведь все хотим вернуться домой живыми и обнять своих детишек, так? И чтоб без героизма сегодня! Крепкая женщина. Погнали, за мной, в хранилище. Сделаю все, что скажете. Обойдемся без жертв. Давай, давай, давай. Шагай давай. Вам нравится унижать того, кто слабее вас? Слушайте, я просто люблю деньги. А ты, парень, останешься жив, если не будешь дурить. Блин, я ее убил! Ладно. Сколько там охранников? Один. Он будет стрелять? Я не знаю. Если увижу пушку, застрелю его. Так что скажи ему, чтобы не рыпался. Все в твоих руках. Ну, та бабка не хотела вырубаться, поэтому пришлось ее вырубить своеобразным образом. Менеджер охотно идет навстречу. Каждый делает то, что должен. Верно, приятель? Шагай давай. Вам это с рук не зайдет. Вы пожалеете. Ты давай перестань. Если хочешь дожить до выпускного своей дочки, держи руки так, чтобы я их видел. И охраннику прикажи. Давай, Когда спускайся. встретим охранника, прикажешь ему положить ствол на пол. Понял? Слушай меня очень внимательно. Сейчас ты положишь свой... Я убивал парней. Я убивал женщин. Хранилище на столе. Так. Господь милосердный. Ёбаный в рот. Хорош тут ныть!
Мальчики, пора валить. Фак. Блин, тайминг просрал. Надо было раньше прибежать. Я уверен, я бы их просто уже на входе загасил бы все. Если бы успел добежать. Так. Да блин, поле говнюк. Они не тупые, ничего себе. Блин, тихо, тихо. Гангстер. Да охренеть. Не, они, конечно, жесткие. Это просто мега полицейские. Небольшая халтурка. Халтурка. Ну да, ну да. Нифига себе он. Погоди, тут еще одна аптечка. Толмаркан. Они не окружили здание, серьезно? Давай, Поли, ты еще медленнее будешь делать. Молодец, что я могу сказать. Медаль тебе, что ли, дать? Бля, ёбаный в рот.
Блядь, да что ты будешь делать? Не, ну эта машина скоро каюкнется. Ёпта. Клуб Палермо. Клуб Сэма? Ну да. Сейчас там никого. Если он не узнает, вреда не будет. Том, еще чуть-чуть. Мы почти сделали это. Вот именно что почти, Полли. Дело будет сделано, когда у меня сердце перестанет колотиться. То есть, когда ты умрешь? Как кажется. Машина в ужасном состоянии просто. Получилось? Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты! Мы богаты! Да. За старые добрые. Давай. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях. Да ладно. Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй с Сарой. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да, ладно. Удачи. До завтра, друг. Не, ну Поле долбоеб. Вот зря ему отдали деньги, конечно. Вот тут уже надо было, конечно, по-другому поступить. Раз уж поступили так, то вот ему, чуваку на эмоциях, такой на радостях, не надо было. Он явно пошел отпраздновал где-нибудь там в баре каком-нибудь. Распиздел всем и так далее. Короче, понятно. Короче, его... Считайте уже все. Смотрите-ка. Мешок как будто с перьями. Явление Христа народу. Перьями Я уж легкими. думала звонить гробовщику. Извини. Просто полночи не мог заснуть. Я тоже. Ведь ты всю ночь ворочался в кровати. Блин, какая хорошая озвучка у нее прям. Не, по озвучке огонь, конечно, качество просто жесть. Ну, что натворил? Мне просто повезло с женой. Тут ты прав, боец. Я тут подумал, Да ладно. Сообщу в газеты. а что если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас в поле появились деньжата. Ха. Один из его дурных планов сработал? Ну, вроде того. Собирай вещи. Заскочу к Поле и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да, вы с Полей вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом.
Ты дрожишь, даже просто стоя на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Может, сам не знаешь от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поле, если причина твоих переживаний в нем. Не, ну вы просто гляньте на эти сцены. Все нормально, не волнуйся. Ну, значит, скоро увидимся. В Ваниле такого не было вообще. Он просто типа такой: пойду-ка я к Поле. Сара, дочка, я пошел. Иди. Police say they still have no solid leads in the case of the audacious bank robbery that recently shocked the city. The victors of the Battle of... Просто в другом конце города живет. Охереть можно. Нормально. Полицейский не зафиксировал повышение скорости. В этом районе невозможно жить уже. Что случилось с дверью? Что творилось прошлой ночью? Я работал в ночную смену. Парень из квартиры надо мной опять буянил. Буянил. Дверь открыта. Ну, конечно. Чисто понятно. Господи боже мой. Поли! Да. Нет ни мозгов, ни денег. Ни мозгов, ни денег. Мозгов и денег нет. Поли. Черт.
Поднимать не стоит, блядь. Это максимальный деть. О, боже. Сэм, это я. Я, Том. Где Полли? Он мертв. Лежит передо мной на полу. 2 пули в башке. Вот черт! Я же звонил, чтобы предупредить его. О чем? Твою мать! Парни, вы же мне 100 раз жизнь спасали! О чем предупредить, Сэм? Сальери! Он знает про ограбление банка! Ты в тюрьме, Том! Тебе нужно исчезнуть! Ладно. Так, ладно. Мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да, конечно, друг. Мне заехать к Полли? Нет. Нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. О, все. Потихоньку игра подходит к концу. Увидимся. И спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том. Ты же знаешь. Не, ну Сэм, конечно, мега мразь. Просто. Не, ну... Полли. Мне пора, прости. Не, ну тут за Поле немного реально жаль. Вот просто жаль человека. В том плане, что, да, он был придурком и вся херня, да, но тем не менее. Одна лишь эта сцена в трамвайчике, когда мы на поезде когда ехали, он прям же, ну, душ свою там изливал, раскрывал. Как-то к нему проникся. Все-таки. Он, конечно, шутил там многое, там прочее, но это скорее была, так сказать, защитная реакция на весь тот лютый кошмар, что творилось его в жизни. Он-то и не пожил нормально практически. Спускал все деньги на бухло и шлюх. Нормальной квартиры не было практически. Хотя нет, ну, нормальная квартира у него относительно была, но жил-то он так себе. В то время в сомнениях, какие-то комплексы. В головах крутятся офигенные идеи, которые ему кажется прям типа супер офигенными, которые могут его вытащить из этой жопы. Но все вокруг смеются над ним. И обычно эти самые планы, если стараются их притворить в жизнь, то они обычно идут по пизде. Конечно, у человека там все плохо будет после этого. Равенгуард, подчеркивание, активировал награду за 10. Привет, Равенгуартера. Здравствуй. Стоять в Томе. С наступающим. Черт. Привет, Том. Сэм. Что нахер происходит? Ты и Полли. Я в трудном положении. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну вот опять. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Полли забрать? Вот твоя доля. Ты заслуживаешь меньшего. Ты его убил. Ты убил Полли. Спасибо. Нет, друг. Полли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысили. И я нашел целый мешок налички. Дон знает про Фрэнка, Том. И про шлюху. Про шлюху? Сам все рассказал. Ты же сам по ней сох. Ты дал ей уйти, не я. Ну и мразь просто, я в ахере. Ты уж прости меня, Том.
В нашем деле есть правила. Все это печально. Дон Сальери, конечно, очень тебя любил. Мы погрустим на твоих похоронах. Чё, правда, Делаешь это обещаешь? из верности. Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Прикольно, у него рука Но ты дрожала прожил в бы этот намного момент. дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Не, чуваки, которые отвечали за анимацию, это просто... Да, крутые ребята. Только не мучайте его. Он все же мой друг. Кунг-фу. Повышение, ничего себе. Ребята, постарайтесь. Такой шанс. Где же ты, Сэм? Бизнес есть бизнес, Том. Ничего личного. Уж тебе ли не знать. Сучара. Олимпийский чемпион, олимпийский чемпион, олимпийский чемпион. Молотов. Блин. Как дробаш здесь. Да, да, да. Старфилд, это, конечно, просто кринж. Эй, чё сразу сдохнет таксист? Я лучший киллер в семье, ёшки. На. Блин, реально меня погоняло была бы таксист, если бы это было бы в натуре, как это. Если бы это все было бы реалистично. Дизайнер вообще. О нет, они послали дизайнера. Oh no. Блин. Как же они любят подгорать.
Блюдок убегает. Пошел нахер! Да я знаю, что ты уже это делал! Плохи дела, парни! Мочите его уже! Что, никого не осталось? Сальери нас обманывал! Черт. Лицо кирпичом. Да. Смерть искусства. Что, никого не осталось? Сальери нас обманывал! Ах ты, сука! Жесть, это он меткий, этот крысеныш. Так. Извиняюсь за зипки. Что, никого не осталось? Но это точно была голова, по-моему. Сальери нас обманывал! Блин, я в дерьме. Давай, урод. А? А ты меткий, Том! На забабки от наркоты можно нанять громил! Парни, валите его! А!
О, я возьму лопару. О, я возьму лопару. Смотрите, как он измазал все своим дерьмом. Но выйти из нее можно только ногами вперед. И я тебе это устрою. Где бы ты ни скрылся, Сальери тебя найдет. Бля. Хотел из лупара убить красиво. Том, тебе надоела такая жизнь. Я знаю. Я видел, как ты меняешься. Но выйти из нее можно только ногами вперед. И я тебе это устрою. Где бы ты ни скрылся, Сальери тебя найдет. Лупарчиком его. В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, Сэм. Меня ты убьешь, а Дон? Он же будет вечно тебя искать. Отпусти меня. И я скажу Сальери, что ты мертв. И ты исчезнешь. Как Фрэнк. Ты не высовывайся, чтобы не спалиться. Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе. Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. И Сальери послал команду. А его семья? Всех убили. Ты не сможешь, правда? Это голосок в твоей голове. Сука, тупой ублюдок. Вот такие вещи вообще реально не стоит говорить. Голос дочери или Сары. Он запрещает тебе выстрелить. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Помнишь, как-то я, ты и Полли, мы... Не, ну Дон Сальери после такого должен реально охуеть. Ну в том плане, что, ну... Сейчас он, по идее, нажил себе такого врага, который может в соло разъебать 50 человек, типа за один присест. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Да, я бы тоже охуевал, дико охуевал бы. Может быть, даже отцу Сары, и... По правде, я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Блин, типа чисто Томми Анджело. Самый знаменитый профессиональный гонщик Лос-Хевена. Самый меткий стрелок в семье. Самый скрытный ублюдок, которого они могут поймать уже 8 лет. Или там 3 года, я не понимаю. Убил президента, там, не знаю, хуй
точнее не президента, а какого-то сенатора там до хера километров, там типа, ну, 2-3 километра может имеется расстояние. Ну, короче, в общем, жесткий, меткий, опасный чел. Ему просто сказали, типа, иди убей того, и так, в общих чертах, ну, найдешь оружие тут, найдешь оружие там, а потом импровизируй, типа, каждая его миссия подобного рода дерьмо. И он каждый раз, типа, справлялся со всем и убивал кучу народу. Я не знаю, ну, блин. Да, Сальери, конечно, такой. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, 4 сына. До хера. Всё, переувидел. 4 сына это много. Всё. Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь... Гонщик, Хитман, Злился Снайпер, из-за Рэмбо, них и Ловелас, Филантроп. Да. боишься потерять кого-то из близких. Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не вдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но я постараюсь. Вы отлично делаете вид, Честно сказал. что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле не важно, буду я жив или мертв. Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Томми. Сальери самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Что ж, договорились. — 1951. Ну, офигенно. Побывал на свадьбе своей дочери. В другой жизни. Кое-кто сказал мне, что семья – это слабое место мужчины. Его уязвимость. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал, хорошее, плохое, все ради семьи. Я предал людей, которых считал друзьями. И Его всё что, для трахнули в жопу? обязательства. Целых 8 лет я провел один. Пытаясь найти Шлепает себя. стену. Но я смог вернуться домой. Надежным мужем. Хорошим отцом. Всего лишь 8 лет. Всего И лишь. человеком. Вот эта сделка так Сейчас сделка стал на самом намного деле. старше и слегка мудрее. Я вижу, что семья – это огромная слабость. Но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам, А, вон они, мудаки, едут, блин. стремимся к своей мечте. Пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти.
Мистер Анджело? Вита. Да. Да. Мистер Сальери передает привет. Ну что, завтра погнали во вторую часть? Вот теперь вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните, деньги, работа и даже Да. друзья — все временно. Но семья — это навсегда. Блин, он так сказал, как будто семья это венерическое заболевание, пиздец. О, йоу, рэп, о, yeah. Йо. Заебал. Почему? Любимая игра Вина Дизеля, да. Иди нахуй. Это игра про самых белых людей, блядь. И в конце рэп. Капец, они прикололись, конечно. Да, это жестко. Это жестко, ребят. Крутая игра, крутая. Очень крутая. Да, ремастер супер хорош. Давайте-ка посмотрим в честь этого. В честь прохождения. Обзорчик на эту игру. Как вам такое? Так, Мафия Definitive Edition. О, хорошо. Спокойной ночи, Машу. Я тоже скоро пойду спать. Надо бы сегодня лечь пораньше. Пока. С наступающим еще раз. Приятных снов. Так. Угу. What the fuck? Everybody go to heaven. Стоп гейм. Ага. Дайте-ка стоп гейм. И Карлинг. Ну давайте вот этих вот крупных этих посмотрим. Вот этих вот тоже посмотрим. Самых таких. Стоп гейм бывает. Херню полную говорят. Вот эти обязательно полную херню скажут. Вот битый пиксель, кстати, возможно, еще нормальные. Но давайте их напоследок оставим. Так. Я, короче, вот выбираю именно тех, кто говорил, например, про этот. Про Lies of P. Чтоб, например, сравнить вот. Про очевидно хорошую игру. И что скажут, ну, игражурчики, да. Ну, возможно, это как раз тот самый обзор, за который занесли бабки. Так что, возможно, тут все не так однозначно. Но посмотрим. Посмотрим, тем не менее. Сейчас я подойду. Вы посмотрите. Так. Вам бы, наверное, включить что-нибудь такое, пока я отхожу. О, вот это давайте. Хотя такое себе, ну, опять же,
Странно, YouTube меня могут легко притянуть за уши. Так. А вот, давайте-ка. Может быть, есть такие видео? О, ща буду. Be right back.
Так, нет тут. Привет, Вахуф. Вахуф. Привет. Да. Ну чё, давайте смотреть. Смотрите на эту полосочку ХП, ядрить ты ее налево. 20 лет назад эта шкала и то более изящно была вписана в интерфейс. А в 2К20 кто вообще удумал такое делать и не подписать хотя бы, что это заглушка, которую скоро сменят? А потом на самом деле ее просто забыли поменять. Господи, боже, это просто супер странная штука. А теперь, когда мы обозначили все самое важное и насущное, можно потратить кучу времени на обсуждение никому не интересной фигни, типа что за мафия такая, зачем ей вдруг нужен ремейк, и что собственно с ним так, а что не так. Делать мы это будем здесь, на stopgame.ru, а мы это я, Иван Лоев, и вы, уважаемые зрители, запустившие этот ролик. Что ж, давайте без лишних промедлений, а то я и так уже опоздал. Что такое мафия? Ну, мы тут, понятное дело, сейчас не про форму организованной преступности говорить будем, а об игре. Так что это культовый экшен с видом от третьего лица. За что получил свой статус? Ну, я бы выделил 3 составляющих. Во-первых, история. Очень живая, цепляющая, реалистичная история простого таксиста, который оказался впутанным в мафиозные дела. Во-вторых, атмосфера. Игры, посвященные Америке 30-х, можно перечислить по пальцам одной руки. А тут прям все вообще как надо. Машины, музыка, фетровые шляпы, плащи. Что называется, даже ложка стоит. В-третьих, игровой процесс, который с одной стороны славится своей хардкорностью и в перестрелках, и в гонках, но с другой, каждое задание — это уникальное приключение в новой локации, с новым настроением, зачастую с какими-то своими механиками, потому что вот в одной миссии герой гоняет по треку на болиде, в другой в грозу выезжает куда-то там за город, а в третьей, переодевшись матросом, пробирается на корабль, чтобы совершить заказное убийство, то есть такой Хитман на минималках. Каждая миссия была в чем-то уникальна. Поэтому, когда авторы третьей мафии, весьма неоднозначно принятой общественностью, выкатили анонс ремейка первой части за своим авторством, все напряглись. Многие, потому что боялись, что нам хотят скормить очередную гринделку, некоторые, потому что разработчики пообещали полностью переписать культовый сценарий, уже растасканный на цитаты, и местами изменить его, а местами дополнить. Я же после прохождения превью-версии был несколько напряжен новым подходом к подаче игрового процесса в миссиях, где все пытается быть голливудским, громким, зрелищным, вместо приземленного реализма оригинала. И еще были опасения относительно изменившихся характеров персонажей. И практически все эти волнения в итоге оказались напрасными. Но обо всем по порядку. Значит, смотрите. Мафия The City of Lost Heaven рассказывала историю Томми Анджело, простого таксиста из американского города Lost Heaven, который оказался вовлечен в мафиозные дела семьи Сальери, конкурирующей с семьей Морелло. Здесь он обрел друзей Полли и Сэма, любовь в лице девушки Сары, которая позже стала его женой. Ну а дальше начались те самые увлекательные и разнообразные приключения, которые в конечном счете складываются в достаточно живую историю, которая совершенно неспроста любима уже на протяжении 20 лет. Мафия Definitive Edition на уровне фабулы рассказывает ровно ту же историю. Lost Heaven, Томми Анджело, таксист, Полли и Сэм, мафия, противостояние Сальери, Морелло, Сара, увлекательные разнообразные приключения. Причем с точки зрения событий ремейк следует букве оригинала с приятной дотошностью. Ну то есть буквально один в один. Там дрались с уличной шпаной, тут деремся. Там вламывались ночью в особняк, тут тоже вламываемся. Там шарились по складам в поисках ящиков, тут тоже шаримся. Тогда в чем же заключается разница, спросите вы? Как водится, в деталях и в подходе. В начале 2000-х игроделам приходилось быть лаконичными в диалогах во время кат-сцен. Поэтому Томми каждую вторую свою фразу формулировал так, чтобы ее можно было выписать в рамочку и повесить на стеночку. В современных реалиях и разработчики уже могут позволить себе не зажимать себя в рамки, и игроки спокойно готовы слушать 4, 5, а то и больше минут живых разговоров реальных людей. Поэтому в Definitive Edition количество диалогов ощутимо возросло и в кат-сценах, и по пути на дело.
Соответственно, увеличилось количество экранного времени у каждого из героев истории, что позволило, например, Сару, жену Томми, ввести наконец-таки в кадр и хоть как-то успеть показать ее и как человека, и в чем заключается ее важность для главного героя. Здесь, правда, тут же вылез небольшой недочет. При такой развернутой подаче истории хочется, чтобы отдельным эпизодам и темам уделялось все-таки больше времени. А то про проблемы с алкоголем у Томми на всю игру целая одна фраза выходит. Хотя это могла быть отдельная сюжетная ветка, ведь тема-то важная и не из воздуха берущаяся. Но тогда ремейк надо было бы делать в 2-3 раза длиннее, а на это вряд ли хватило бы бюджетов. И к этому тезису мы еще вернемся. Однако здесь еще возникает вот какой момент. Том, Полли и Сэм из Mafia Definitive Edition — это не Том, Полли и Сэм из Mafia The City of Lost Heaven. И я сейчас не про внешний вид. Прежний Том, простите, натуральный одуван. Настолько эмпатичный и добрый к окружающим, что убиваемые им в кадре десятки людей порой вызывают диссонанс с его регулярной бытовой философией. А вот Том нынешний человек попроще, без любви к высоким материям, более резкий, более решительный, более грубый. Что, впрочем, не доводит его до уровня прям уличного гопника. И поэтому он гораздо более уместно выглядит в мафиозном окружении. Полли и Сэма из оригинальной игры вот так вот сходу тяжело охарактеризовать, их больше разнит внешность и голоса, чем характеры, хотя Сэм, наверное, посдержаннее. А вот нового Полли, ну, во-первых, многим хочется сравнивать с отбеленным Шреком, а по характеру он получился больше такой классический авантюрист-раздолбай, цепляющийся больше за материальную сторону своего бытия. А вот Сэм такой сдержанный солдат мафии. Впрочем, обоим персонажам дали достаточно интересных моментов, чтобы они не получились одномерными. Например, Сэм, прекрасно понимая, что девушку ему при такой занятости найти не светит, о тяготах своей мафиозной жизни рассказывал одной проститутке. И Томми попросит устранить эту проблему. И Сэм, узнав об этом, попросит героя не убивать девушку, а передать ей денег, чтобы та скрылась подальше из города. Эпизод для персонажа Сэма довольно маленький, но при этом важный. Впрочем, для Тома это тоже важный момент, потому что в оригинале у героя просто рука не поднялась убить девушку, а в ремейке он вполне осознанно наводит на нее ужасу. Да, переписаны оказались не только характеры, но и мотивации для отдельных сцен, местами все перевернуто аж с ног на голову, но... Плохо ли это? Если вы хотите дословного цитирования оригинала, да, потому что его тут нет. В каком-то смысле оригинальный сюжет и ремейк — это одна и та же история, просто рассказанная двумя разными людьми, которые сделали в ней разные акценты и по-разному помнят персонажей. И в отдельных аспектах, более приземленно, реалистично, работает история оригинала. В других аспектах, более наглядно, лучше раскрывая и характеры и мотивации героев, и события, работает история в ремейке. А в конечном счете важно то, что обе версии работают, и работают отлично. И разбор всех вот этих измененных сцен, измененных уровней я планирую провести в другом, отдельном, большом, подробном, посвященном именно этому вопросу видео. Чтобы не пропустить его появление на канале, не забудьте подписаться, позвонить в колокольчик и, может быть, написать в комментарии, что на самом деле оно не нужно. И если бы мы говорили сейчас об исключительно сюжетном произведении, я бы с легкой душой объявил об оценке изумительно за сюжет, сценарий, постановку и отыгрыш актеров. Но тут начинается самое интересное. Ведь Mafia Definitive Edition — это не киношка, а игра. И здесь надо бегать, стрелять и ездить. И со всеми этими компонентами все вышло не так однозначно. Оно, конечно, и было неоднозначно и в оригинале, который проектировался скорее как симулятор, соответствующий физикой поведения машин, с учетом количества топлива в бензобаке, с возможностью и прострелить, и отстрелить любой тачки колеса, с патронами, которые падают на землю при перезарядке, и с уровнями, спроектированными как небольшие песочницы, где игрок волен сам решать, куда пойти, что делать и как решать возникающие проблемы. И это, с одной стороны, давало глубокую детализацию игрового процесса и некое чувство единства игрового мира, а с другой стороны, было это, знаете ли, хардкорно, и порой даже слишком, чем многих не радовало и даже отталкивало.
В этом отношении Mafia Definitive Edition скроена все-таки больше по лекалам такого дружелюбного рельсового подхода. Миссии стали коридорными, пространство для маневра местами осталось, но всегда четко ясно, в какую сторону надо двигаться и зачем. Полчаса блужданий по порту, прерванные случайной пулей с отмоткой на эти самые полчаса назад, это не про ремейк. С другой стороны, всякие веселые заказные убийства туалетным ведерком или распивание алкоголя во время вечеринок тоже. Сценарий у миссии теперь линейный, отклонений не допускающий, и как следствие проработка окружения с точки зрения интерактивности значительно слабее. Чтобы это компенсировать, происходящему подкрутили драматический градус зрелищности. Чтобы, если погоня, так не от одной машинки, а сразу от 3, и чтоб с прыжком через мост в слоумо. Если драка с шелупонью, то так, чтобы все взорвалось к чертям в процессе. И вообще, красных бочек по Lost Heaven распихано столько, как будто это нефтяная столица Америки. Ну и вот мой любимый пример. Опять же, с погоней, когда внезапно среди полицейских машин образуется вот такая вундервафля. Справедливости ради отмечу, что она такая на всю игру одна, и это, пожалуй, самый спорный из эпизодов повышения градуса зрелищности и аркадности происходящего. В общем, да, Mafia Definitive Edition не пытается вежливо завлечь игрока в свои сети, она сама хватает его, валит на землю и развлекает, не давая тому толком опомниться. Это помогает экшен-эпизодам и без того разгоняя их динамику, но несколько портит спокойные моменты, где раньше у игрока была возможность осмотреться, просто пройтись по локации, повзаимодействовать с окружением. И опять же, это неплохо и нехорошо, это путь, которым решили пойти авторы. А близок он лично вам или нет, вопрос уже субъективный. Однако, с точки зрения непосредственно происходящего на экране, играли. перед нами несложный, в плане количества действующих механик, шутер от третьего лица со стандартной пальбой друг по другу преимущественно из укрытий, со шкалой здоровья, которая восполняется, но медленно и до очень небольшой отметки, поэтому надо искать аптечки. И вот без кучи разных мелочей, которые люди так любили раньше. Видимо, на их проработку не хватило то ли времени, то ли сил, то ли желания. Чуть-чуть это наверстать можно, включив режим классика, где количество аптечек уменьшается в разы, а при перезарядке неотстрелянные патроны исчезают. Но оригиналу эта фишка шла, потому что он был так скроен. Здесь же получается просто ностальгический гемор на пустом месте. Но если вы хотите его себе обеспечить, то кто я такой, чтобы вас осуждать? Короче, перестрелки вышли неплохими, но не особо увлекательными с точки зрения самого процесса. Я бы их назвал функциональными. Оружие стреляет вроде по-разному, но без изюминки. Враги перемещаются, старательно изображают, что им больно при попадании, но вот интеллектом не отличаются. Очень уж любят просто идти в лоб на героя или светить затылком из-за укрытия. В выигрышном свете здесь смотрятся рукопашные поединки, которые эволюционировали за 20 лет. До Бэтмена, конечно, не дотягивают, но со своей задачей вполне справляются. Тоже можно сказать и про вождение. Со своей задачей эта механика справляется. Машины газуют, поворачивают, тормозят, уходят в занос в соответствии с нажимом. Но вот ни ощущения старинным тяжеленным драндулетом, борясь с его характером, нет. Ни кайфа от высоких скоростей. Там, наоборот, начинается какая-то неуютная болтанка камеры. А нововведенные мотоциклы, пожалуй, подарили мне миссию, с которой у меня были проблемы в этой игре. Впрочем, для большинства поездок заготовлены всякие отвлекающие диалоги, так что этот момент особо и не парит. Ну и грустная ситуация получилась с большой прогулкой, не сюжетным режимом, где Lost Heaven отдают на растерзание Томми. И езжай куда хочешь, стреляй в кого хочешь, выполняй дополнительные миссии, если найдешь, например, у Луки Бертона. Или просто разглядывай город, который довольно красив. И не забывай собирать разношерстные коллектиблсы. Раньше было как-то веселее, была хоть и очень базовая, но рабочая и прикольная механика получения денег за мафиози убиенных, за машины подорванные и за километры в час превышенные. Впрочем, как режим спутник к основной истории, пожалуй, и эта штука работает нормально. Но вот опять же, просто работает. В конечном счете выглядит это все так, как будто бы сценаристы, постановщики и художники окружения работу свою сделать успели и отлично справились, превосходно. А вот остальная команда, отвечавшая за качество непосредственно игрового процесса, за интересные механики, какие-то детали, цитируя великих, не докранчила. Причем неясно, этой команде времени не хватило мастерства, желания или банально денег. И при распределении приоритетов финансирования авторы сразу решили сместить акценты в сторону качества проработки и подачи истории, а не геймплея. В общем, к чему я это все веду? Плохим ли получился ремейк?
Да нет, недовольны будут только те, кто хотел повторения буквы оригинала точь-в-точь. Здесь же мы имеем ярко выраженное произведение по мотивам. И оно интересно по-своему. Для новой аудитории, не знакомой с оригиналом, это возможность без боли приобщиться к классической истории. Для олдов это шанс взглянуть на знакомые события под новым углом. Несколько неоднозначным получился разве что игровой процесс, но не настолько, чтобы прям игнорировать ремейк. Хотелось бы, конечно, чуть более глубокую детализацию, каких-то уникальных фишек, но тогда бы и оценка ставилась другая. А так, вполне заслуженное похвально. На этом же на сегодня у меня все. Не забывайте жать лайки, подписки. Ну так. Здравствуйте, я хочу вступить в мафию. Всегда пожалуйста. Только нужно понимать, дорогой друг, что мафия – это семья. А из семьи... Но вот в то же время он идет по нему. А сцены секса нету. Да и хрен с ним, на самом деле. Я ждал. Ну, окей, И это было разочарование, которое ранило меня в самое сердце. Ой, в какое сердце? О чем я говорю? С каких пор у тебя сердце пониже спины? С каких пор у тебя есть сердце, да? Нет, с каких пор оно у тебя... Дело в том, что оригинальная «Мафия» и ремейк — это разные игры, разные проекты. Несмотря на то, что, как я уже сказал, одна строилась на основе другой. Разработчики поменяли игровую механику, разработчики поменяли физику, разработчики сделали много улучшений в плане архитектуры города. В этом городе приятно находиться, ты смотришь на него, вау, ну красиво сделано, реально круто. Вот то, что они сделали, плюс на ПК оптимизация великолепна, никаких тормозов, никаких просадок, картиночка гладенькая, красивая, все нравится, все замечательно, при том, что город реально большой и бесшовный. Ну, не то чтобы огромный, он достаточно большой, да. И к счастью... Его воссоздали. И при этом они... Да. И при этом они начали заново переснимать вот эти известные сцены. И расширять их. Культовые сцены. Ой, Я отмечу культовые сцены. И вот эта сцена секса. Почему? Орда Рирал. Да. Охуенно. Короче, итоги давайте посмотрим. Тоже. Мафия Definitive Edition. Их долго Это смотреть не качественный, криминальный сюжетный боевик, которых сейчас не очень много. Эту фразу мы регулярно слышим в последнее время, но индустрия пришла к тому, к чему пришла. Студия Hangar 13 не стала повторять ошибок Мафии 3, что прекрасно. Сконцентрировалась именно на сюжетной кампании, что тоже хорошо. Сделала крутые постановочные сцены. Сделала так, что ни одна миссия не тянется очень долго. Сделала так, что даже неудачные моменты тебе не портят впечатление, потому что заканчиваются достаточно быстро. На самом деле, сбалансировать приключения, имея не самую глубокую механику, это тоже непросто. Это тоже непростой момент. Немало игр, которые хорошие, они вязнут в том, что там есть куча лишнего. Здесь нет ощущения, что здесь есть куча лишнего. Опять же, там сюжет подлиннее. Да, конечно, там, блин, там ебанешься. Серьезно. Там, по-моему, удача странного раз 10 приходит охуенная идея, типа, у меня есть план, мы обогатимся, все будет прекрасно. Это пиздец. Короче, там весь сюжет крутится вокруг банды, в которой ты находишься. И они все стараются обогатиться и как бы, ну, уехать из Дикого Запада, там, жить куда-то далеко, в острова, там, Фиджи и так далее. Но это, ну, не так уж и хорошо у них удается, поэтому там, как бы, вся игра вот в этих попытках именно. Но также там очень хорошо рассказывается именно вообще вот сам главный герой. Блин, там так привязываешься к этому главному герою, к Артуру Моргану, что вообще очень крутой персонаж. Могу сейчас сказать, поездки второстепенные, но здесь есть функция с их перемоткой для тех, кому впадлу покататься. То есть классно, в меру продолжительно.
Это игра, которую вот запустил, получил удовольствие, помучился с гонкой, если захотел. Мафию, кстати, Definitive Edition можно было пройти намного быстрее, да, реально, если бы я там еще вот эти вот перемотки делал, но это полная хрень, как бы. Там очень много интересного раскрывается по сюжету, по персонажам, зачастую также вот во время поездок в миссию. Там Полли что-то расскажет, Сэм что-то там это. Солерий и там прочее, все там делятся какими-то историями, там прочее. Интересно ездить. И на город посмотреть прикольно. Пройти на классической сложности. Получил просто такое расслабляющееся. Ultimate Edition RDR 2 вышла какая-то. Они типа сделали ремастер это какой-то. Я не знал. Сюжетное приключение, если поставил сложность пониже. Насладился атмосферой, красивой картинкой, отличными декорациями. Все хорошо. Таких игр индустрии сегодня не достает. Вот как-то так. И сейчас, наконец-то, люди, которые не играли в свое время в оригинал, получили возможность заново, ну не заново, а испытать вот это вот самое приключение. Один из лучших сюжетных боевиков из когда-либо созданных. Да. И люди, которые в свое время проходили оригинал, получили возможность пройти его с удовольствием. Но можно было бы устроить на самом деле, там, если подрубить под это дело эмулятор PlayStation 3 и RDR, помнится, смогли эмулировать. Но я думаю, он сейчас хорошо играется. Когда-то давно, лет примерно, может быть, 4 назад или около того, или 3, ну, давненько, короче, 4 где-то 5, ну, давно, короче, видел первые попытки удачной эмуляции первого RDR на эмуляторе PlayStation 3, она тормозила просто ужасно. Но успех был именно в том, что его смогли запустить. Там архитектура вот этих вот консольных игр, кстати, для эмуляторов, он просто, ну, мега ублюдский. Но спустя много времени они нашли способ все-таки эмулировать и запустить. А в нынешнее время эмулированных PlayStation 3 да, игры, ну, на PlayStation 3 игр вообще много, очень много. Они смогли справиться с архитектурой с этой и нашли подход к этим играм. И эмулируется, ну, очень много и продолжают выходить новые игры на эмуляторе PlayStation 3. Сейчас вроде эмулятор Xbox 360 есть. Но они-то не сильно отличаются. Но прикол в том, что в то время на PlayStation 3, да, того поколения, эксклюзивов как-то больше было. Эксклюзивов было намного больше. Поэтому лучше сразу разобраться, постараться с третьим PlayStation эмуляцией. И будет тебе кайф. Потому что ты сможешь поиграть кучу игр, которые ты не играл ранее. Это точно. Не морщись от устаревшей уже графики, встречая заново переделанные сцены, переделанный игровой процесс и проклятую многими миссию на гоночном болиде, которую я, кстати, прошел с первого раза. На нормале. На нормале. Потому что я не ищу на попу приключений. Вот. Сел и проехал, все. Посмеялся, я шел к главному призу. Виталик, вот ты говоришь про сцену секса. Главная сцена секса — это гонка. Она отымела столько задниц. И сейчас это... Кто хотел, понимаешь? Ну, кто хотел, безусловно. Вот ты свою задницу с удовольствием подставил, включил максимальную сложность. Имей меня, имей, гоночка своим болидиком красным. Зато прошел, ах. Хорошо. Я не могу поставить ремейк Мафии там выше или вровень с ремейком Resident Evil 2, с ремейком Black Mesa. Но в плеяде ремейков это далеко не самый плохой представитель. Отличная работа. Да, отличная работа. Мне кажется, что разработчики... А что так, ну, типа, прям... Да, она такая охуенная, как и 4-й, типа, ремейк Resident Evil, я считаю.
Ну, на уровне реально, типа, я играл и второй Резик ремейк, и третий. Не Разработчики знаю. сделали хорошо, что не стали вот тебе это в минус, а мне Ну, не кажется, в минус, что скорее, очень ну, хорошо, что они могло не быть. стали вот простую, но действенную конструкцию, не стали ее загромождать кучей там дополнительных механизмов, и это неминуемо потянуло бы за собой вот эти странные прокачки, дополнительные сайд-активности, вот эти беготня за флагами. Ну, как еще эти разработчики могут разнообразить вот этот вот самый игровой Знаешь, процесс? современное Куча время одинаковых активностей. Я с тобой Вот соглашусь. если, Миша, вот тебе приятная новость, потрясающая новость. Я думаю, ты сейчас будешь радоваться и говорить, боже мой, точно, как это у меня вылетело из головы. В этом году тебя ждет 3 песочницы от Ubisoft, заваленной кучей одинаковых активностей. Пожалуйста, пожалуйста, Watch Dogs Legion, зачисти все локации, устрани все аванпосты. Я не сравниваю. Собери всех персонажей. Я это сравниваю с Якудзой. Вот тебе, игра мечты. Я согласен, нет, еще раз повторяю, здесь не столько в минус, сколько могло быть лучше. Больше такие вот фантазии, а что если бы. Я согласен с твоими аргументами, что студия, сделавшая Мафию 3, легко могла запороть этот ремейк в рутине и гринде. И великолепно то, что они не стали этого делать. Они просто могли быть еще лучше, как создатели Якудзы, но давай так, по шажку. Если Мафия 4 будет похожа на Мафия Definitive Edition и на Якудза, а не на Мафия 3, то я буду говорить вау. А так студия Hangar 13 сделала важный шаг вперед, показала, что пускай и в рамках ремейка они могут делать криминальные боевики, приземленные, чем Мафия первая часть привлекала. И, собственно, кстати, если кто играл там в Мафия 3, даже в Мафия 2, готовьтесь к тому, что первая часть, несмотря на все эти добавления пафосные, она будет именно такой вот приземленной, без какой-то там супер-пупер-тупер постановки. Игра немного не об этом. Ну, не, в рамках игры, конечно, приземленная. Ну там, какая бы история приземленная не была, блядь. Ну, Томми Анджело столько народу перехуярил, что вообще похуеть может. Есть постановка, это, например, расстрел бара. Но это выглядит круто. И вот этим Мафия цепляет. Приземленная, очень крутая история с крутой атмосферой. Не, ну вообще, знаешь, типа, вот они, как бы, конечно, все вот эти вот обзорщики, да, игражуры, они сравнивают с оригиналом, да, как бы. Ну, тут никак, конечно, это ремейк. Ну, да, тут, короче, было бы прикольно, если бы они сделали еще приземленнее, я так скажу. То есть, чем цеплял вот первый, ну, вообще, вот ванильная Lost Heaven, Мафия, она была именно прикольна тем, что там практически не было каких-то постановочных сцен, практически. То есть, ты всегда вот бесшовно мог двигаться в тех или иных миссиях и так далее, но... Тут я не знаю. Конечно, тогда можно было пропустить множество всяких диалогов, там, вот этих вот и так далее. Реализация сложная была бы, да, и так далее. Но можно было бы добавить вариативности, вот скажу так. Вот вариативности немного не хватает, да. Вот единственная беда вот именно Definitive Edition в том, что нет вариативности. А в остальном же она просто офигенная. Ну, просто охеренная. Такая красивая, что вообще хереть можно. Типа, знаешь, ты вот вспоминаешь про Lost Heaven. Именно вот по воспоминаниям она вот как бы все приукрашивается же у тебя в память. И тут то же самое. Ты типа такой вспоминаешь, такой, блин, там такой город был, там так ездил прям туда-сюда. Меня прям штрафовали за превышение скорости, там прочее и так далее. Там просто очень много всяких таких вот прям реалистичных нюансов было. Там чуть ли не даже тебя отдушили за то, что на красный свет поехал. Практически. Вот прям в моей памяти как будто так было. И да, как будто бы вот именно в Definitive Edition вот именно вот такого как бы, ну, не хватает. Прям чтоб ты, не знаю, еще глубже как-то вот погрузился в этот мир в то время. Вот вообще вот в жизнь этого героя, типа так далее. А так,
даже без этого, вот, без того, что я перечислил, игра как бы, ну, дает тебе переживать за ну, персонажей. За Полли тоже там переживаешь и так далее. В Сэме видишь как бы, ну, труса чисто, знаешь, который, ну, чисто хочет прикрыть свою жопу, и ради этого готов просто всех нахуй кинуть, и лишь бы его это не тронуло, там. Взял там просто всех сдал и там прочее. И сам, типа, Томми, он такой, да, действительно неоднозначный чел, там, готов пригрозить, там прочее. Я уверен, он, если бы Сэм не сказал, по идее, вот именно вот в Definitive Edition, если бы Сэм так вот, типа, по-уебански не подставил его бы, не сказал бы, типа, то, что Мишель, типа, это моя, типа, девушка практически, мне ее жалко, она, типа, хорошая, но глупая и так далее. Вот тебе деньги $100, дай ей, чтобы она уехала, типа, она вся, как бы, такая. Пощади ее, короче, просит. Но ее точно щадить не надо было, типа, это очевидно. И Фрэнка тоже там, по идее, не нужно было. Ну, тут как бы история, да, чисто вот про человека, который, ну, не полная мразь, типа, ну, Томми Анджело, который, ну, если видит возможность, что можно человека отпустить и сохранить ему жизнь, он сделает это, если это, ну, не несет за собой какого-то лютого пиздеца. Как бы, да, но все-таки как-то вот немного не хватает именно вот это вот дотошности того, что творится вот в этом мире, в этой игре. И в РДРе, кстати, втором, вот это вот дотошность и тому прочее, вот это вот все, оно есть. Оно прям вот настолько тебя погружает в этот мир. Вот если просто сравнить, к примеру, да, ну, в плане там, ну, в сюжетном плане, да, скажем. То есть, сюжетно, в принципе, вот, типа, Мафия, она, ну, ее можно поставить рядом с РДРом вторым в плане сюжета. И, ну, в плане вот именно дотошности мира и геймплея, конечно, тут просто небо и земля. И РДР настолько далеко ушел в этом плане, что там творят всякую хуйню и по сей день. И открывается всякая, типа, там, ну, вариативность там такая безумная, что просто ёбнешься. Правда. Очень крутая игра. Но Definitive Edition, правда, хорош. Просто, ну, придираться к таким вещам, типа, так, ну, такое себе, правда. Просто хотелось бы сказать, типа, то, что оно могло быть лучше именно в этом плане. И тебя с наступающим, Вахпу. Я, по-моему, говорил тебе, нет? Пропустите. Да. Так что, дорогие друзья, если вам дан... Не, ну, на удивление, эти ребята сейчас не стали по нынешней говнить мерке- игру. Не стали говнить. Мне кажется, получился такой аттракцион гангстера 30-х годов. Завтра Мафия 2. Да, вполне. Мафия 2. Также я буду, скорее всего, по Lies of P видео пилить. По Lies of P. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Часто. Да и я, знаете, не против. За что-то же полюбили те игры. Шлепни на них новую графику и заработает снова. Ну, это если теоретически только. Я, честно говоря, плохо помню ту игру, 18 лет. Я ее тогда один раз прошел, она оставила положительные впечатления, но я с тех пор к ней не возвращался. Потому Mafia Definitive Edition для меня настоящий подарок. Итальянские гангстеры, джаз. Окей, ему понравилось. С модом Вечная Откройте зима. новую закладку. Там есть правда, мод с ним, Вечная зима. Real? Блин, надо бы заценить тогда. Не забыть. Обязательно. Это ты Просто мне хорошо пожалеете. сказал. Прежде чем я его поставил. Если это не Ubisoft и не Electronic Arts. Потому что геймдизайн здесь остался олдовый, слишком прямолинейный. Набор миссий с ограниченными активностями. Атмосфера передается только декорациями. Эпоха парой газетных вырезок и неловкими сценами, пришитыми белыми нитками. Из серии «Чувак, а где ты был?» Он такой: «Ну так, дела».
а ты видел, что там какого-то сенатора, что ли, убили? А жена такая, а ты знаешь, что этот сенатор позволил женщинам голосовать? Он дал мне и моей дочке право голоса. И ты такой, упс. Повесточка аккуратная, конечно, вроде... Такой седоёб, блядь, если честно. Ай, господи. Не, ну вот этот момент именно, я вообще в этой игре никакой повестки реально не ощутил вообще в ноль. Ноль. Там скорее это все как вот просто реально как история подается, даже в том плане, что не история как сюжет, а история как именно как было, типа, знаешь. Да, что-то сову натягивает. Просто, типа, знаешь, осуждать повестку, ну, это популярная тема. Короче, битый пиксель такой, типа, больше, походу, по трендовости, что популярно у пользователей, что одобряемо у большинства людей. Только это говорит, скорее всего. Ну, типа, опять же, типа, игражур без личного мнения, по факту. В духе эпохи, потому что у нас еще в РДРе втором там женщины-суфражистки боролись за свои права, голосовать и прочее, прочее. А тут вот видишь, как-то постепенно видно, как по эпохам это переходит, да. Я вот удивился. Но все равно как-то. Не, это, конечно, понятно, то, что я сказал. Типа, это вообще вот лежит на поверхности, то, что игражуры вообще никогда не имели личного мнения практически. Разве что в те времена, когда все вот выходило в печатном виде, типа вот та же страна игр, там, игромания, навигатор игрового мира. ПК игры, или как там это называлось, компьютерные игры. Что-то такое было, короче. Ну, в общем, там, да, там, в принципе, прям люди, которые имели прям серьезный игровой опыт, они делились своим каким-то вот прям экспертным мнением, там, что-то типа там плохое, что-то хорошее. Вообще, вот реально, надо бы поискать в цифровом виде старые журналы. Просто я уже все старые журналы проебал, хер пойми, где они находятся. Обидно так на самом деле. Ну, их было так много, кстати, что вообще охереть. У меня, типа, вся полка, короче, чтоб ты понимал, полка, наверное, с высотой вот сколько тут? 20, да? Не, ну, скорее где-то вот примерно 25 сантиметров, наверное, высотой полка, да? Шириной, ну, вот где-то... Блин, 80 сантиметров или там 100 где-то. Довольно широкий шкаф был у меня. И она вся была забита журналами. Вся просто была забита. Там такая коллекция была. Блин, вот просто так обидно, что позволил это все выбросить. Просто надо было стоять на том, что, блядь, не выбрасывать. Это же такая реликвия и так далее. Ну, там... Эх. Родители задушили по этой теме. За деньги, да. Не, ну, скорее, это тоже игражуров, да, вот касается за деньги, да, они все что угодно скажут. Но также и за социальное одобрение, да, они больше такие. Они обязательно вот именно по социальному одобрению. Типа, лишь бы их, ну, лишь бы их вот мнение, в кавычках, совпадало с мнением большинства людей, так сказать. Или же наоборот, они вот получается как делают? Они какую-нибудь игру обязательно ради инфоповода могут просто с нихуя хорошую игру засрать, типа, знаешь. Ну, такие, в общем, игражуры. То есть, по факту, они, ну, занимаются всегда, чуть ли не всегда, натягиванием вот этой вот совы на глобус. По факту, всегда. Ну, вот, по крайней мере, вот, который имеет вот YouTube канал и так далее. Там придирки такого уровня, вот прям реально, там
мелочам доебутся, что пиздец. Просто, блин, ну караул реально. Вот что говорили по Lies of P, ту игру, которую мы прошли, которую я хвалил, вот до Definitive Edition, которую мы прошли. Там просто такие даёб ебанутые, просто охерел реально. Всю остальную эпоху ты как бы не особо осознаешь, что там происходит. Ну да, там сухой закон, ну да, нельзя торговать бухлом. Ну как-то это очевидные совершенно вещи, можно было углубиться. В третьей мафии эпоха была отработана, а здесь они как-то все равно эту эпоху не сильно ощущаешь, только атмосфера. Да? В третьей мафии эпоха была отработана. Ну, хуй знает. Просто третья мафия, она настолько плохая была, что просто... Там сложно было увидеть историю, сложно было увидеть историю именно об эпохе этой, в плане именно как история, да, как оно было на самом деле. За всеми этими тупыми вышками, зачистками каких-то территорий, захвата территорий. Это было очень плохо на самом деле, просто жесть. Я к третьей мафии вообще притрагиваться не хочу. Чур меня, просто чур. Она была настолько уебищна, что просто кошмар какой-то. Возможно, конечно, нынешняя версия, ну, ее же, наверное, как-то допиливали и так далее. Она, может, нормально выглядит. Ну, в плане хотя бы багов там и так далее, но тем не менее. Да, то есть час, вывески неоновые, вот эти улочки прикольные, да, одежда. Можно было углубиться, потому что это единственная игра за последнее время в 30-х годах. Почему бы нет? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и 6 дочерям. Но все равно я более чем рад такому исходу, что такая игра появилась, такой ремейк. Потому что, ну, открытый мир третьей мафии смогли занять только убогим гриндом. Хорош. А игр, опять же, с такой тематикой попросту нету больше. У нас есть здесь приятная история. Все классно выглядит. Атмосфера создается все равно очень хорошая, а стрельбы так мало, что можно ее просто вынести за скобки. Я ее не помню. Практически ни одной. Он вообще эту игру, блядь, играл. Стрельбы так мало, типа, серьезно? Я заебался в какой-то момент стрелять, если честно. Перестрелку, ну, чисто антуражами, грубо говоря, да. В аэропорту она классная, в церкви. Тут по факту они сделали больше стрельбы, чем было в ванильной версии. Это 100%. Потому что ощущение в таком месте. Да, красивый и тому прочее, стрельба приятная, поэтому особо не хочется по этому поводу как-то, ну, душиться и так далее. Просто прошел и прошел нормально, типа есть и есть. Но, тем не менее, как-то это ванильная версия была куда приятнее, что ли. Там просто достигалась цель путем, независимо как ты, ну, убьешь того чувака или что-то в этом роде, знаешь. Они просто хитро, кстати, поступили. Вообще вот ванильная версия. Очень прикольно все сделали. Там сохранили, ну вот это вот они воссоздали вариативность, но при этом и сюжет хорошо подавался, там прочее. Прям на самом деле гениальный продукт. В том плане, что там можно во второй миссии, где ты с поля идешь, машины поджигать, ломать, там можно взять ящик, поставить его перед дверью, откуда выходят гангстеры, прижать эту дверь, и они просто не выйдут, ты спокойно сможешь раздолбать эти машины, и на тебя никто не нападет, они просто такие, типа, блять, мы не можем выйти, типа. И спокойно просто уезжаешь оттуда, что-то в этом роде. То есть такое есть, и самое главное, что типа итог этой миссии в том, что ты просто справился с этой, ну, темой и вернулся, ну, в бар Солери, в поле. Которым, в принципе, не принято, да, в Божьем доме. Сами механики. А тут просто прикол в том, что события, происходящие непосредственно в самой игре, там, каких-то моментах и так далее, или там, например, погони машин, они, ну, слишком заскриптованные. То есть они привязаны к каким-то вот именно сценам конкретно и так далее. Ну, не сказать, что плохо, но просто, типа,
Они решили просто пойти таким путем реально. Это не важно. И, честно говоря, все равно советую всем, кто изголодался по разборкам итало-американской мафии, а не только фанатам оригинала. Хотя им, я думаю, тоже должно быть приятно, что к ремейку отнеслись достаточно бережно и потратили немало сил. Пусть и до легендарного статуса и не дотягивает. Понимаешь, игра у меня не вызвала мощных эмоций, но она все равно приятная. Это правильное слово, которым можно описать. Потому что все нормально в среднем, но не хватало какого-то всплеска, чего-то такого сильно яркого, бьющего по мозгам, как-то в последних больших играх все-таки было. Развернуться на самом деле было где и как. Был Да не надо, увы. Я в порядке. Я сделал Привет, Саша это Ермолаев. быстро. С наступающим, здравствуй. Ты видишь, какой я молодец? Если не видишь, то протри глаза. Я молодец. Вот так вот хвалишь себя, Без хвалишь. комментариев. И печально. В общем, да, завтра надо бы сделать, допилить видео по LSFP, засняться. Нормально, хорошо. Это точно, это точно. И, наверное, не знаю даже... Блин, завтра, наверное, Мафию 2 запустим. На стриме. С модом Вечная Зима. Почему бы и нет? Почему бы и нет, товарищи? Да, с наступающим. Спасибо. А где новогоднее настроение? В смысле, оно и есть? Ну, лично у меня, по крайней мере. Джингл Белл, Джингл Белл. Во, вот тебе новогоднее настроение. Я когда праздновал Новый год, когда мне было лет 6, у меня была тетя, дядя, мама, папа, брат и сестра, двоюродная сестра и так далее, там всякие родственники, там человек 20 был. Вот такой стол был. У нас большой был новогодний стол, куча всего, но сейчас я остался один, и у меня такой маленький, скромненький, мой личный, то есть у нас был большой семейный новогодний стол, понимаете? Большой семейный новогодний стол. А сейчас у меня получается мой личный, скромненький новогодний стол на одного человека. Поехали. Вот. Теперь я даже на Новый год один, вот к чему мы пришли. Хуёво. Это антиновогоднее настроение. Да. Такими видосами, блин, людей до Роскомнадзора доводить. Кошмар какой-то. Жесть. Но вообще, знаете, что хотелось бы сказать? Именно по завтрашнему видео, которое хочу выложить. По идее, а донаты собрали почти.
Надо бы изменить, кстати, я же уже обновил комп. Я же заочно уже сделал. А так да, хоть видео, но, блин, собрали почти. Офигеть, да? По факту. Да, по факту прям реально чуть-чуть не хватает, чтобы прям достигнуть. Ну вот по завтрашнему видео, даже не знаю. Вот хотелось на видео по Lies of P прям как-то немного вот реально понегативить в сторону игражуров. Вот реально просто, ну, они реально просто портят впечатление о той или иной игре, которую, ну, люди не играли. Вот слава богу, что я вообще обзоры не смотрю по идее. Я вообще не смотрю обзоры до того, пока, ну, игру не пройду, да, и так далее. Прежде всего, всегда надо иметь какое-то личное свое мнение. Это факт. Вот реально, когда канал достигает какой-то прямо реально статус игражура, типа так скажем, то к нему вообще уже стоит относиться, это уже прям с большим предостережением, так сказать. Потому что у такого типа игражура по факту личного мнения нет, по-любому. Потому что он потому что он связан именно вот этой вот темой, то что нужно держать какой-то вот такой вот баланс между людьми, вот именно людьми, то популярное мнение у людей, и то, что хочет именно сам вот, рекламодатель в лице тех или иных челиксов, которые засылают чемоданы. Это точно. Манекенщик. Hello, motherfucker. What? Блядь! Ти нахуй, ти нахуй, ти нахуй, ти нахуй, ти нахуй, ти нахуй. Да я тоже умру нахуй. Тоже. У меня, кстати, есть Little Company. Вот он, Little Company. Это вот по сути те игры, которые я хочу играть. Ну вот кроме Overwatch. Я Overwatch так чисто запускал вчера или позавчера, по-моему. Чисто-начисто наглухо. По обыкновению. Испортила мне настроение. Полная хуйня не игра. В том плане, что это вот именно та игра, которая смогла быть плохой именно благодаря комьюнити этой игры. Новый жанр тонна юмора. Ну да, надо бы. Ну просто, блин, мне надо как бы людей под это собрать вообще. С людьми поиграть. Это было бы классно. Ну и, блять, вот именно как-то надо вот с людьми, которые, ну, не будут друзей собери. Надо бы. Надо бы. Да. Блин. Вот кажется, вот реально стоит покопаться в старых играх. Хотя бы ради новогодних игр. Elden Ring прошел еще? Нет. Я его 3 раза пытался пройти, но меня прям просто как-то... Вот, не знаю, Есров, но именно Elden Ring он меня вообще не цепляет. Пипец как. В том плане, что он такой
просто скучный, что просто охереть можно. Безумно скучно. Не знаю, чувак, она меня так душит просто безумно. Я даже вот в третьей попытке его прохождения, вот недавно это было, старался как-то, блин, полюбить эту игру реально. С другими стримерами сыграй Lethal Company я посмотрела. Блин, а где их найти-то? Ну вот надо со стримерами, да. Ну вот прям искать надо. Найти их, найти. Ну завтра этим, я думаю, займусь. Почему бы и нет? Глядишь, действительно какой-то, ну, соберу пул игроков, с которыми всегда смогу играть кооперативные игры. Да их много. Да, это очевидно много, но я... Блин, буквально чуть ли не каждый второй или третий человек с ПК, ну, в плане, если он любит поиграть в игры, ну, на уровне задротов чуть ли не. Ну, он по-любому стример практически. Ну, он явно когда-то попробовал или пробует и старается это делать. Ну, то есть, тут так. Или он просто рано или поздно придет к этому. 100%. Это по-любому. Сейчас практически все стримеры. Реально. Я уверен, что каждый из вас когда-то пытался хотя бы один раз постримить. 100%. Хотя бы один раз просто попробовали чуть-чуть. А я как-то в это дело затянул и просто уже по-другому играть не могу. Уже как-то дело привычки, что ли. Как-то приятно всегда, типа, играть в ту или иную игру, как, ну, именно... Стоп. Еще и пообщаться с кем. Ты не пробовал. Ну вот исключение, к примеру. Ну, может, в будущем попробуешь, Гудзон. Так что ты это, не этого. Не зарекайся. Ну как получится-то? Ну смотри, у тебя, Гудзон, возможно, в будущем-то как-то, ну, все устроится в плане какой-то вот материальной составляющей денег, да, как скажем. Ну, будешь посвободнее, да, не придется каждый день прям с утра до вечера пахать, как папа Карло. Как-то будешь, ну, именно работа у тебя такая, насколько я понимаю, что ты с ней чуть ли не, ну, спишь мыслями даже практически. Гачи клипа называем, брат. Ну вот видишь, уже даже так немного этого. Для меня мой первый стример из старший брат. Вот. Сейчас просто, ну, время такое. Это действительно, как бы, ну, в порядке вещей, это нормально. Это было бы еще, ну, это было странно, типа, скажем, 5 лет назад, да? Типа, люди так, типа, смотрели, ну, стример. Все к этому очень стереотипно относятся. И даже многие до сих пор к этому стереотипно относятся. Которые вообще не шарят за эту тему. Говорят, типа, по-любому там много денег вышибаешь, там прочее и так далее. И многие ошибочно начинают стримить именно ради денег. В этом их беда. Большая беда. Поэтому они, ну, как бы, ну, быстро перегорают. Как-то, ну, не получают того главного удовольствия вообще самой сути стримов, а именно вот в плане общения, там вот этого вот всего, того, что ты делишься своими историями с другими людьми, а они делятся с тобой. Вы вместе играете игру, они делятся какой-то инфой о игре, а ты такой, нихера себе, я не знал, а ты делишься своей инфой. Вы прям, ну, типа сообщество, которое вместе как-то, ну,
делайте то, что вам нравится, типа, знаешь. Просто, типа, вот, это вот про это, на самом деле. Примерно так. Не, это было 15 лет назад, он для 2003 проходил максимально кармой. А, типа в таком плане. Не, ну тогда уж у меня вот первым стримером для меня был отец, скорее всего. И его коллеги. Блин, там такие игры были на работе у отца, что просто пиздец. Я реально до сих пор не понимаю, как они такие игры запускали там. Ну, в том плане, что вдумайтесь в такой момент, то, что я у них, ну, в офисе видел такую игру, как... ну, со самой простой давайте начнем. Герои 3. Counter-Strike, да, там 1.6, потом Condition Zero, там, ну, Half-Life и Blue Shift, там, типа, еще там вот про этого морпеха, Apostle Fort. Теперь дальше пойдем уже по таким вещам, которые, ну, прям удивительно, что они там были. Команда с 3, нахуй, Metal Gear Solid, блин, Delta Force, что там еще было? Ну, то есть они мне такие разные игры показали, что я реально охуел. Что, так бывает, что ли? Я просто типа тогда такой, блин, что, такие игры есть, такие. Я такой прям... То есть я не стал типа жертвой именно того, что я полюбил только какой-то определенный жанр игры, да? А, там еще Quake, конечно, были, помнится, да. Мне тогда так впечатлила эта катсцена, где этот, блин, крутой генерал вот, фигарой такой, типа, стоит за столбом, его там шмаляют ракетами, столб практически рассыпается, и он такой бежит на них, стреляет там. И потом время останавливается и телепортирует в этот Quake-арену. Блин, жестко было. Мне нравится, когда он орет, типа еще в КС выворачивается от флешек. Да, у меня батя тоже все время выворачивался от флешек. Мне когда ПК дома появился, там мы по очереди часто проходили Call of Duty серию. 1 и 2. А потом уже ближе там... Ну, 3 часть на ПК в то время вообще не выходила. Просто забей. Ну, там уже как-то я типа такой подросток-говнюк, который хочет играть только один сам. Типа такое. А так было весело. Там Wolfenstein и Call of Duty. Да. Мать мне все время говорил, типа, такие, типа, че, типа, вот по нему стреляешь, потому стрелять, ты видишь, что он по тебе стреляет. Я такой, ну, блин, дай покажу, типа, и так по очереди по смертям играли всегда. Да, было прикольно. Так что это в какой-то мере, вот именно сама тема стримов, оно просто уже было всегда, да? Вот реально в нашей жизни, в тот или иной момент нашей жизни это всегда было. Типа вот это вот именно все сидят типа за одним диванчиком, там рядом типа на табуретке, там вот это вот все, короче, это всегда было, типа. Но просто это вот реально сейчас уже такая штука пошла, что ты можешь это, ну, делать, не приглашая к себе непосредственно людей к себе домой это делать. И это прикольно. Я помню, как у меня однажды так до хера народу собралось у меня дома, когда... Там не помню, что за повод был. А, по-моему,
я вспомнил. У меня день рождения было. Мы там играли по очереди на ПК Mortal Kombat 4. Потом еще проходили Mega Man Legends. Там вообще. Я таким, блядь, задротом тогда еще был, что я просто всем показывал, как играть надо. Не, ну это, конечно... Не, вообще человек, это вот прям реально человек, ну... Существо, слово, типа, такое себе прям реально. Просто... человек, он сам по себе, по природе. Тотальный, типа, ну... Без общения и там прочее, типа, реально трудно человеку. Очень. Я вот когда в Таиланде же первое время вот жил один, там примерно там пожил соло, там примерно месяца два или около того. Ну было так себе, правда, хуевасно. В том плане, что, не, даже если, ну, сестра там еще у меня была, типа родная, но как-то не хотелось их как-то применять своим присутствием, там прочее и так далее. Но, в общем, в те моменты, когда я оставался типа один, ну, прям такой себе реально. Хотел всегда занять свою голову чем-то там отчаянно. Хочется что-то такое занять найти. И поэтому я думаю, что для человека современного попасть, например, на ситуацию на необитаемый остров, где ты не можешь ни с кем коммуницировать в плане даже, ну хотя бы по телефону, это лютый пиздец. Это реально пытка будет полная. Ну окей, ты продержишься какое-то время там в начале в плане ты постараешься что-то делать, там строить плот, вся херня. Это просто, ну, будет такая пытка, что ты, ну, в какой-то момент, скорее всего, отчаешься. И пойдешь на такие необдуманные, совершенно безумные вещи, как, например, вот реально достроить свой странный плот и уйти в открытое море, и умереть там нахуй с голоду, к примеру. Вот это вот реально лютый пиздец. То есть ситуация современного человека, когда он попадает в необитаемый остров, это просто, ну, одна из самых сложных испытаний будет. Очевидно. Да, друга мячика себе, вот именно. Как его звали? Уилфред? Или... Блин, как он его... Блин, я реально за этот мяч переживал. Уилфред! Нет! И он такой... А, Уилсон, блядь, пиздец, Уилсон. И он уплывает, типа, блядь, пиздец, Уилсона проебал. Так обидно. Просто вернулся человек другим. С того острова, это точно. Он как будто бы реально, типа, остался немного вот в сознании на том острове именно с Уилсоном. Типа, он так привязался к этому мячу, что там, ну, как бы... Все мысли о нем как будто бы оставались. Он как будто бы не особо даже рад был в том, что вернулся домой практически. Потому что там уже и родные какие-то, ну... Его давно похоронили, в этом беда была. Ладно, если бы ее до сих пор, типа, как-то... Ну там же, типа, ему... По-моему, вообще было... Продали его за 311 тысяч баксов. А, там какая-то ситуация со страховой, что-то такое было, да, типа... Или даже, типа, затраты на спасательную операцию была, типа, затрат... Ну, типа... Что-то такое было, да. Да.
Я, кстати, вот думаю о чем, кстати. Вы в курсе? Вы, искали, наверное, может быть, кто подписан на Кинопоиск, Винк, там еще на какие-нибудь стриминговые платформы русские. Пропали такие фильмы, как «Один дома», «Крепкий орешек», там, еще какие-то новогодние фильмы. Я вот думаю, может быть, посмотрим их на Твиче. Без Ютуба. Просто, очевидно, Ютуб за это меня тупо забанит и все. Я думаю, прикольно можно было посидеть так. Ну, типа, как прям сейчас. За простым общением, что-то в этом роде. Рановато еще. Не, имеется в виду не прям завтра, конечно же. За «Один дома» вроде банят. Да, блять. Ну тогда надо будет в Good Game или еще где фильмы смотреть, я не знаю, как-нибудь постараться подключиться на другую платформу, где за это точно не банят. Рождественские каникулы, заебись фильм. Да, вполне себе. Не, правда. Что-нибудь такое. Конечно, это можно делать типа одному, сесть, посмотреть эти фильмы. Ну, может, типа после курантов как раз там, я думаю, было бы немного тупо играть в какую-то игру. В новогодний курант там фильм посмотреть самое прикольное будет. Или какие-нибудь такие, типа, блядские голубые огоньки. Или что-то в этом роде, знаешь. Что-нибудь такое. Ну, в общем, что-то такое. За «Один дома» вроде не банят. Мнения разделились. Ну, типа, как будто бы, да. Не знаю, вообще какие-то китайские по типу айфоновских. Он просто подлизывался к вам. Хорошо. Тогда ты посиди здесь один. Ну да, типа, людям похуй смотрят. Нам срочно нужны Я в детстве таким же батончики занималась. и много шоколадных птиц. Птиц? Птицы. Ну что ж, сделаем еще. Вот. Может быть, чисто смотреть фильмы. Так, а где мой «Крепкий орешек»? Это мой любимый новогодний фильм. Первый и второй. Ну, третий еще такой. Ну да, смотрят, слушай. Вот и все. О, ой, смотри, какой у него медик, смотри, какой у него скин. Ну и просмотров тут много. Тут третья часть, вот вторая, первая. И когда Александр увидел широту своих владений, он... Блять,
Как же охуенно я захотел посмотреть. Да, крепкую орешка надо смотреть по-любому. А после первого сразу можно и вторую глянуть. Там тоже Новый год. Прям. Да. Нет, прям захотелось крепкую орешку глянуть. Я один дома, скорее всего, так уж... Ну, скорее всего, буду смотреть с родными. Ну, возможно, еще раз посмотрю с вами. Ну, крепкого орешка по-любому надо с вами смотреть. 100%. Это очевидно. Вот, кстати, ты говорил про рождественские каникулы. Может быть, он тоже смотрибельный? Не, он смотрибельный, но имеется в виду на Твиче. Непонятно. Ну, подарок на Рождество — это фильм с Арнольдом Шварценеггером. Что еще было? А, кстати. Давайте я вам покажу кое-что. Ох уж эти современные игры. Подготавливают шейдеры, все дела. В общем, я был настолько дальновидным во время прохождения Хогвартса Наследие в момент релиза, что я отдельным сохранением сохранил именно тот самый момент, когда в игре рождественское настроение. И стоит, я думаю, чисто забалдеть на фоне подобной игры как-нибудь в ближайшие дни.
Азиатский шокер. А? Кайф, да? Знаете, что еще нужно сделать для полного кайфа? Чтобы вообще был пушка. Так. Вот. Так, потихоньку день наступает. Че ты решил полетать? Ну, потому что я такой молодец, что сохранил, оставил именно те сохранения с Новым годом во время прохождения Хогвартса Наследия. Да, это Хогвартс Легаси. Ля, вы гляньте просто, какая красота. Ищи отсылки. Можно будет? Показать елку. Так. Где же тут елочка? О! Сейчас, давайте-ка слетаем.
Современная игра. Ебать. Вот это да. Красиво. Блин, а покушать посидеть нельзя? Как же хорошо. Жалко, тут интерактивность не такая высокая в этой игре. На максимальной графике, да. Yes. Ультра, ультра, ультра. Отражение трассировки. А, тут еще трассировочка есть. А, это надо перезапускать. Ну, с трассировочкой-то еще, конечно, да. Будет вообще мощно. Не, с трассировкой это будет еще пизже. Надо было перезапустить. И каждый раз, каждый сучий раз они подготавливают мне шейдеры. Ну ладно, ладно. Ну сейчас мы увидим игру с трассировкой лучей, как это будет выглядеть. Это будет вообще крышеснос, скорее всего. И мне теперь стало любопытно, игра будет тормозить при этих условиях? Будет ли тормозить стрим? Так, я сразу статистику себе включу, посмотрю.
Ну мало ли, мне кажется, возможно... Возможно. Процессор-то я все-таки купил неплохой. Так. Уф. Уже вот тут выглядит неплохо. Магёс. Давай дальше смотри. Так. Что, давайте прям по максимуму полетаем, вся херня. Но они собираются выпустить... О, вот тут немного просело. О, вот тут впервые просело. 30 FPS. Ой, на улице-то жестко, да. Тут 30 FPS держится. Консольный гейминг. Здесь консольный гейминг происходит, ребята. Но стрим не тормозит. Но игра, да, 30 FPS. Но в принципе, смотрибельно все еще. А, они, вот что хотел сказать, собираются, по-моему, Квиддич выпустить. Отдельно как игру. Мультиплеерная Квиддич. Метла в кармане. В бардачке. Да, это дом Хагрида. Учитывая, блин, очко Хагрида. Не, ну вообще тут справедливости ради пока еще Хагрида нет. Тут другой чел живет. Там, погоди. Вообще-то я могу.
Лавиасон. А. Уктивраны. Не упал, не упал. Ты хоть девушку себе завел? Это реально? По-моему, нет. Изменить карту. Подождать. О, вот на ночь. Вот ночью самое то, ребята. Трассировочка тут сейчас так нам такую картинку покажет. У девственника силы волшебной, конечно, больше. Ну-ка, дайте-ка общий зал. Во. Давайте полетаем. А, смотри-ка, елку убрали. Уизли. Вот директор Уизли. Ну, знаете что? Не знаю даже. You're back. Nice to see you again.
Вот в помещениях как будто бы вот этот вот прикол с RTX, он как будто бы честный. Но на улице он как будто бы такой. Ты чё, ёлки, вот это вот не RTX явно. Отражений нет никаких. Ну тут RTX не такой. В общем, в этой игре, если так сказать. Он как бы есть и как бы его нет, короче. О. Подарочки. Кстати. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. И туда его отправили. Стрёмно. Прикольно это все-таки. Блин, в лицо пернули еще. Ничего себе. Чей-то страх из сундука учить. Нет, это, конечно, прикольно. Ну просто RTX нечестно. Нет, не настоящий, как будто бы. Он же мне стоит. Ну, стоит. Ультра. Тут есть патронус. Давай заценим. Бля. Конфринга, Дефинда, Эксплиармус, Бомбарда, Инцендио, Акцио, Депульсо, Десцендо, Вилипендо, Трансформация, Левиасон, Плацус, Аресто Моментум, Люмос, Репаро. Кстати, Люмос в RTX так самое это, наверное. Иванеско, Руцо, Империо. Но, по-моему, у меня в этом моменте, в этой игре сейчас Алахамора. Не все заклинания открыты. Ревайлио, Протега, Остолбини, Витрификус Тоталус. МБ в настройках видеокарты выключен RTX. Да? Это интересно сказал. Ведь действительно так может быть.
А, ебать. Ну. Нет, тут стекла, они как будто бы не это. Но вода, как будто бы это. Перезапуск может поможет. Так, давай-ка. А, с Люмосом точно. Lumos. Ну, так-то... Hello. Be with you in a bit. Дай-ка попробуем перезапустить. Ну да, по идее. Там такая и просто безумная картинка должна быть. Ну, мне так кажется. В том плане, что свет должен быть прям таким. Как живой, но, сука, не живой. Типа того. Ах ты, мать твою. Ладно. Ау. Блин, как же это прикольно, то что стрим-то не лагает. То есть, обычно, как это было бы на моем предыдущем процессоре, сейчас бы кодировка была перегружена просто безумно. Тормоза были бы вообще такие, что охереть можно было бы. Но даже со стримом теперь такая красота, просто охереть можно. Ну, как будто бы да. Что-то есть. Сейчас посмотрим. Не, вот что сразу бросил в глаза этот вот асфальт каменный, вы гляньте, какой он стал. И FPS побольше стало.
Ну-ка, Люмос. Lumos. Aloha Mora. Заработало? Ну, как будто что-то есть. Да, кое-какие детали стали поживее. Protego. Lumos. Ну, вы посмотрите, как свет. Ну вот отражения все такие же, да. Тут, по крайней мере, вот в этом городе, по крайней мере, с этими зеркалами такая тема. А что насчет воды? Локация тут поживее. Ну сейчас полетим. Не, ну вообще да, там как будто бы что-то нет там людей бегающих, детей. Утро. Сука. Сейчас, момент. Давайте попробуем переместиться. Вот. К себе в гостиную Слизерина. Lumos. Ну, что-то есть кафеля. Мать твою. Что за хрень там? Щупальца какие стрёмные. Ребятам из Слизерина при этом спится нормально? Типа, серьезно? Lumos. Да. Эх, жалко не
Гриффиндор, конечно. А, это женское крыло, ё-моё. Нет доступа к пульсе. О, зеркало, ну-ка. Ну да, это пастеризация. Это пастеризация. Тут как будто бы нету этого честного RTX. Разве что только в освещениях. Да. И куда ты камера так? Ты чё? Нет, тут RTX как будто бы и нет на самом деле в этой игре. Сделай утро. Ну да, днем уже получше, конечно. О, во, походу оно. Или... Нет, это тоже пастеризация. Тоже пастеризация. Нет, тут отражений нет. 0 отражений. То есть настоящих отражающих объектов, которые могла бы как-то RTX податывать, такого нет как будто бы. Ну, вообще, как будто бы да. Вот, включено. Отражение трассировки лучей, тени, ультра. Настройки NVIDIA стоят на качестве. Ну, тут как будто бы RTX не завезли, да. Не, ну так, конечно, все равно красиво, но с RTX было бы намного краше. Вообще, как будто бы свет, он, конечно, что-то вот есть, но как будто бы и нет. Lumos. Levioso. Хулиган.
Блин, я в какой-то момент сказал, что у него в руке не чашка с чаем или типа того, а сигарет. Типа он дымится такой. Чего? Я такой подумал. Глобальная настройка на базе RTX. Давай посмотрим. Глобальная 3D. Глобальная. А он у меня вообще есть? Было бы странно, если бы его не было. Ну, вообще, да. Самое последнее стоит. Может быть, RTX это отдельная какая-то кнопка? Точнее, отдельная вообще... Вообще отдельная. Кроме игры в самой, да? Да. Ну вот, типа, к новогоднему стриму готовлю игру. Самую лучшую картинку стараемся добиться. Но, по-моему, мы уже добились этого, потому что, ну, более невозможно что-либо сделать. Should never have trusted them. You're my second favorite hero. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Ну вот что-то как будто бы есть, да? Ну вот, типа на полу там кого. Ну вот прям могу сказать точно с уверенностью, вот в том же Киберпанке, к примеру, там RTX настолько прям RTX, что просто йоу. А тут RTX как будто не RTX, а больше пастеризация. Но тем не менее все равно, конечно, красиво.
Нет, тут, по-моему, кстати, вообще ни разу не было. О. Зелье прыщи. Ну, да, тут как будто бы не должно быть так по свету. Ладно. В принципе, хорошо все. Не, вот конкретно в этой игре, по-моему, просто он такой RTX, так сказать. Обманчивый. Не настоящий RTX. Не, ну типа глянь вот на это отражение, к примеру. Это не RTX, это пастеризация. Типа ты задаешься вопрос, вообще мы видели RTX или нет, типа? Так. А в какой игре RTX-то был? Так, чё, может в резике он есть? В резике, по-моему, он был. Или в ханте? Так. Resident Evil. О, щит. You see, we are all connected. We need only accept the sacred gift. Christ. Качество освещения частиц. А, вот же трассировка. Есть. Окей. Так. А как можно сделать...
Высоко, 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 много, 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 много. Так, теперь тут, видимо, надо просто включить трассировку лучей. You see, we are all 12 лидер, да. О, перезапустить надо? Комп потихоньку такой. Так, трассировка все есть, окей, я попробую. Ты из Гарри-то вышел? Ну да. Давай начнем игру. Блин, давненько я не играл. А, я понял, сейчас подождите.
Во ебашу. Молчаливый стрим. Молчаливый стрим. Ну какой красивый, блядь. Посмотри, что делает. Вообще, ну, я реально заворожен процессом. Категория общения еще. Ну да. Не, ну я вообще типа сейчас занимаюсь тем, что подготавливаю те или иные игры прям, ну, на фул хорошую картинку, чтобы в дальнейшем его можно было постримить под Новый год. Понимаешь? Троих сразу. Бля. Пиццу ешь. Класс. Божественно просто. Кайф. Велико, да?
Блин. Надеюсь, нельзя пропиться. Нормально. А, ты надеять. Тогда да. Чё меня кошмарит, бегает туда-сюда? Блин, бензопильная пара идет. Хе-хе-хе, бомжи. Да. Не, пицца тут вообще огонь, я тебе говорю. Якутки намного лучше пицца. Додо, кстати, недавно хавал. Ну как недавно? Относительно недавно. Воу, съебал. S плюс с первого раза. Просто монстр. Да я. Да я. Трапеза пицца. О, это я еще не супер хорош. Максимально комбо, конечно, надо. А, тут прям за всех персонажей. Ну, давай за Леона попробуем. А, ну за Леона нормально, 100 тысяч. Круто, круто, круто. Ну, блин, играется вообще жестко, да? Не, ну блин, вообще-то ну, это очень даже неплохо. Учитывая, погоди, сколько там было людей? Так, где он? Число игроков. $476 тысяч. Короче, почти что 477 тысяч игроков. Так что лучше, чем 360 тысяч людей. Неплохо, я считаю. Учитывая, сколько народу я обошел. А так тут, конечно, если прям вот постараться потеть, население Якутска почти. Да ну вообще да. Это круто. Так, друзья. Ебать, енот запотел, смотри. На первом кто? Ну вот хочу. Смотрите. Чей какие игры еще стримил? Какие игры? Хогвартс сегодня глянул. Как он будет на максимальных настроечках. Мафию Definitive Edition прошли.
Ну вот завтра, думаю, Мафию 2 может запустить. Или что-нибудь другое. Ну, посмотрим. Спайдермен. Спайдермен. Ну и не знаю. Так. Я вот ни разу никогда, например, Death Stranding не играл. Ну, под Новый год это будет странно, если что, Death Stranding играть, наверное. Спойлермен. Попробуем Last Light. Там Сколько вроде- зрителей конвертнул из Day Before? Ну, так мало. Вообще, на самом деле, зря мы его бэкнули, я считаю. Там, оказывается, до сих пор люди в него играют. Оказывается. То есть, можно было продолжать в него играть. Я думал, то, что он все, пиздец, он там не работает, сервера закрыты. Да, они еще и петицию создали, пиздец. Поэтому, блин, даже как-то обидно, что поспешил с этим, с возвратом денег. Там на 1 год оплатили сервера. Ну вот. Да. Стоило. Я был должен Gate играть на лицухе. Изоляция. Размытие. Помыло, чтобы было, что ли? Сосал. Сейчас людей еще, что по выходу Темный играть. экран. Не, вообще, конечно, Exodus было бы заценить в этом плане. Ну, именно вот эту игру. А так она, конечно, и сейчас вполне себе бодро выглядит. Режимы рейнджера. Хардкор. Черные появились позже. Достаточно. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны еще, на Петровке. Дом сыграй. Один из всей семьи спасся. Сейчас. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Да вот так. Что такое? Черт! Блин, ни разу не видел ее в такой картинке, конечно. Эй. Блин, он достал. Почему он так делает? А как ты звук сделал? Как будто кино смотрю. Не знаю даже. В смысле, это опять происходит как кино? Я когда-то вот эту вот тему, которую ты говорил. А если вот так? Я даже не знаю. Оно просто у меня есть. Я не знаю, это скорее всего без звуковой карты, что ли. О, вон они. Сперва были черные. А, черные были позже. У меня почему-то мышка не работает.
Ну, нормально. Ха. Но я не стрелял. Ладно. Что, давай хан тогда заценим. Как это будет выглядеть в ханте. Так, там, как я делал? Я уже там ставил, по-моему, не ставил максимальные настройки картинки. Есть, хорошо. Нет, ставил, смотри-ка. Так, двухэтапная визуализация, оптимизация форм поверхности. Ну, не знаю, короче, все включу. Размытие при движении нахуй надо. Максимум FPS, окей. Но общее качество графики высокое. Блях. Сейчас надо перезапустить просто. Но вообще, типа, хант играть тоже будет интересно, на самом деле. Сейчас, причем еще там такая картинка будет просто... Вау. Вау. Так, окей. Ну что, готовы? Самая мощная картинка, которую вы видели когда-либо в своей жизни. Ну тут, по-моему, с RTX, ну тут нет RTX, насколько я понимаю. Ну то есть это сетевая игра, то есть и, ну зачем RTX вообще? Это, по-моему, бред. Ну я ж правильно понял, его тут нету. А почему это выключено было? Снижает размер промежутки существующего. Ну тогда уж нахер надо. Так, характеристики, знаки предупреждения, расширенные, подробные. Подробные давай. Отлично. Азия, Азия. Опять я сижу допоздна, пиздец, а я хотел лечь пораньше, сука. Не, ну уже, вот смотрите, как выглядит этот охотник. Какой же он балдежный. Уже можно сказать, что там будет просто какая-то сумасшедшая картинка. Ну ладно, сейчас посмотрим. Я еще в панели управления NVIDIA поставил настройки видеокарты на качество. Так что
Это, скорее всего, сейчас будет вообще что-то с чем-то. Да. В том-то и прикол. Скорее всего, ну, Новый год я буду проводить вот... Блин, я с какими людьми встречу Новый год, это вообще, ну, так охуеть можно будет. То есть, очевидно, я встречу Новый год сначала со своей семьей, потом через какое-то время сяду за комп. Встречу Новый год, скорее всего, с таиландскими. Потом встречу Новый год с московскими. Ну так, типа, знаешь, по региону. Возможно, даже вообще встретим Новый год, но чуть ли не каждый час встречать Новый год придется. Так, выстрелы, окей. Блин, еще мой голос тут слышится все время. Сейчас. Подожди, говнюк, я иду. Погоди, родной. Это что за пистолет такой? Не до хера, но пистолет какой будто добавил. Наган? Это наган, да? А, ну да. Где он офицерский? Обычно. Так, это уже поближе. О, Бертьер. Ла Манифик. Не еби мне мозга, тварь. Лабель. Давай я лабель. Ты графон поднял, что ли, зачем? Чтоб чисто вам картинку показать хорошую. И самому интересно, как это выглядит. Да когда-нибудь я избавлюсь от этого сраного арбалета? Я же вроде брал коготок. Ну? Так, идем туда. А, не успел. Ну, я совсем забыл вообще то, что надо так делать. Как будто молния покрасивше выглядит, да?
Ну, как будто она супер четкая. И не такая сильно яркая, как если бы это было бы, ну, как раньше. Ну, вот думаю, Remnant 2 поиграть еще. Ну, там много игр. Картинка огонь, да. Выглядит красиво. О, Господи. Не вижу отсюда. Ну, это долбанный туман вообще жестко. Якудза, Ниндзя Гайден. Не, игр там много, я и говорю. Но вот вообще всего этого мне Remnant 2 интересует. Я просто первый проходил. И в нем прям по кайфу поиграл. Опачки, как же они взрывают. Так, и тут я замолкаю. На нахуй. Да ну нахуй. Не, ну того я, конечно, чисто, блин, нормально забрал его. Не, ну с такой картинкой играть приятно. Но, короче, мне день нужен. Мы сейчас просто попали в такую катку, где туман. Ничего не видно особо. Поэтому картинка, ну, хорошая, красивая была, конечно, но если это будет утро или день, это будет вообще пушка. Или ночью, короче. Так, давайте-ка я даже киберспортивную душу одену. Киберспорт. У меня монитор реально 144 Гц стал показывать, или мне кажется? Потому что я, по-моему, такой плавной мышки давно не видел. Ну, точнее, я не видел. Просто, подождите, сейчас я гляну быстренько, что там в настройках NVIDIA. Не, это просто 120 Гц так показывает. Понял. 120 Гц такой. Давненько я 120 Гц не видел, получается. Так, ну раз уж такая тема. Вот. Бархем с глушителем, это, конечно, вообще офигеть можно.
всякие пушки появились, которых я раньше не видел. Вот Бронхим с глушителем, это что-то совершенно иного уровня штука. Трехстволка, топор, грубиян, катана. Вот так. Фак. Что? В этой игре есть реально катана? А? Когда? Почему? В смысле? Подожди. Прогресс, испытание, события. И какого уровня надо? 40... Ой, это, блин, еще и боевой пропуск надо. Вот уроды. Они еще и боевой пропуск. Докупить до 40 уровня. Вот так, да? И сколько это стоит? Подожди, что? А, там 8... Подожди, 8, да? 8 тысяч. Ёпта. Это мне 2 раза вот это вот надо покупать. Типа 1000 бат, да? Нихуя придумал. Погоди, не это, у меня же есть, оказывается, кровавая облигация. Не, погоди, это, блядь, это хуйня. Блин, сервера все время заполненные. А что это тут? А там the Day Before, он вообще как? Он же перестал продаваться, да, или что? Бля. Ну там дохуя, да. Бля, вот этого ебанства, конечно, бля, пиздец. Да? Бля. Так, ну вот почему так всегда, Если бы был вот The Day Before, я бы сейчас его стримил там вообще, да? Куча народ смотрел, бля. Блядский, нахуй. Ну ничего, со временем как-то... Но его же, наверное, собираются, как бы то ни было, развивать. Блин, было бы офигенно, если бы они отказались от сраного New Fortune. Вообще отбросить этот сраный город нахер.
и сделали бы совершенно новую локацию. Вот реально. Да там же этот сраный New Fortune, он же как будто бы вообще не идет вертикально вверх, там вообще как будто бы невозможно подняться выше второго, третьего этажа. До третьего этажа я там ни разу не видел. Но меня что удивило, кстати, там реально, оказывается, можно подняться на лифте на небоскреб, оказывается. Это было удивление. Ну-ка. Я хочу посмотреть. Что там за Day Before? Не, ну хотя. Не сказать, что его прям хорошо смотрят. Но явно того, деньги того не стоят. Там вообще какие суммы у него кидывают-то? Безумные, наверное. Как дела, приятель? Чем могу помочь? Отлично. Приступим к главному. Русских вообще нет. Добрый вечер, чат. А. Жесть, что так громко. Чем там вообще занимаются люди, интересно? Еще О, по кепке этой. чем там за Day Before, интересно, занимается? Наверное, пробуют все квесты пройти, просто накопить на тачку. Обустраиваю дачу. Мы, кстати, в российском сервере сейчас появились. Так что наш пиздеж будет людям понятен. Не такой уж плохой билд выпал. Двойной пистолет, конечно, дерьмо полное, но пойдет. Не, ну гляньте, какая картинка. Блин, такая благодать. Жесть. Так, я где появился? Вот тут чел. 100%. Он сейчас будет идти вот так вот. Примерно. Гиблое озеро. Или вот так вот вообще. Да, скорее всего так будет. Вот тут чел появится. Интересно, он меня слышит, то, что я сейчас пизжу стою? Мы вроде как близко друг от друга. Или наоборот. С той стороны. Ну, кажется, никого нет. А.
О, армейский Колдвелл. Найс. Что-то я немного не то поднял, конечно. Я ее не убил, да? Да, потные ребята, видимо, играют вообще. О, первый выстрел. Дерзко, резко, мерзко. Надо было его с наступающим поздравить. Что-то совсем забыл. Не понял. А, он под землей.
Блять. Ладненько. Буду заканчивать. Буду заканчивать. Уже поздно. Всем спасибо, кто был. Всех с наступающим. И пока.